В реальной жизни порой происходят события, перед которыми меркнут сюжеты даже самых страшных сказок. Такова история, которая произошла во французском районе Живодан, провинции Авернь, во второй половине XVIII века. Чудовище, которое появилось там, не легенда и не миф. На протяжении 3 лет, которые во Франции получили официальное название «Годы зверя», неведомый монстр держал в страхе население этой области. Многочисленными источниками зафиксированы 230 случаев нападения на людей огромного, отдаленно похожего на волка животного. От 60 до 123 человек, по данным разных авторов, были тогда убиты зверем. Их имена были занесены в церковно-приходские книги графства. Такое разночтение в числе погибших объясняется тем, что в качестве жертв некоторые авторы рассматривали людей, бесследно пропавших в то время в окрестных лесах. По свидетельству выживших очевидцев, он был размером с большого теленка, имел вытянутую, как у борзой, морду, очень широкую грудь, длинный, похожий на кошачий хвост с кисточкой и большие выпирающие из пасти клыки. Шерсть зверя была желтовато-рыжей с темной полоской вдоль хребта. Некоторые очевидцы говорили о темных пятнах на спине и боках. Один из них оставил такое описание. Мерзкая тварь была немногим меньше осла, с широкой грудью, огромной головой и толстым загривком. Уши походили на волчьи, только малость длиннее, а морда, что кабанье рыло. Вот еще одно. Тело у зверя вытянутое, он жмется им к земле, шерсть рыжеватая с черными полосами на спине, очень длинный хвост, когти невероятной величины. Свидетели с удивлением и ужасом говорили, что зверь не проявлял никакого интереса к скоту и домашним животным, нападал только на людей. Необычна была и манера нападения. Он поднимался на дыбы и сбивал человека с ног ударами передних лап. В отличие от других хищников, он старался не перегрызть шею, а кусал голову и лицо своих жертв. Описан случай, когда зверь прыгнул на коня и опрокинул его вместе с человеком. Поражала также сверхъестественная изворотливость и неуязвимость зверя. Бесполезны были ловушки, расставленные в окрестных лесах. Нетронутыми оставались отравленные приманки, с невероятной легкостью уходил от многочисленных облав. Большинство выживших после его нападения людей уверяли, что зверь понимает человеческую речь. И очень многие считали его демоном либо оборотнем, что еще больше усиливало страх перед ним. Священники не отрицали возможности, что этот зверь был ниспослан в Живодан адом в наказание за прегрешение людей. В церквях для охотников освещались серебряные пули, служились молебны об избавлении от дьявольской твари. Некоторые говорили о находившемся неподалеку от зверя человеке, которого они считали его хозяином, колдуном, вызвавшим жуткое чудовище из преисподней. Исследователи предполагают, что одновременно со зверем и даже маскируясь под него, свирепствовал в Живодане какой-то маньяк. Именно он якобы виновен в смерти молодых и красивых девушек. Но официально подтвердить и доказать это еще никому не удалось. Впервые зверь дал о себе знать 1 июня 1764 года, когда он напал на пастушку из города Лангонь. Женщина рассказала, что собаки, сопровождавшие ее, лишь скулили и дрожали, не смея напасть на чудовище. Но она успела спрятаться за быками, которые, выставив рога, не допустили к ней монстра. А вот 14-летней Жанне Буле не повезло. Именно она 30 июня тогда стала первой официально подтвержденной жертвой зверя. Впрочем, к тому времени уже числились пропавшими 10 человек. Возможно, таинственный зверь был причастен к их исчезновению. В августе зверь убил еще 2 детей. Местные охотники, осмотрев их тела, предположили, что животное, которое напало на них, должно быть крупнее волка, но меньше медведя. В сентябре при нападении зверя погибли 5 человек, в том числе сын графа Дьяпше. 6 сентября 1764 года зверь впервые показался людям. Около 7 часов вечера он вошел в деревню Эстре, напав на 36-летнюю крестьянку, что работала в саду возле дома. Соседи попытались отогнать хищника от несчастной, и он ушел, оставив мертвое тело. Так начинались годы зверя в Живодане, и ужасу, охватившему населению графства, казалось, не будет конца. Люди стали бояться ходить в лес и отпускать детей из дома.
Крестьяне, у которых не было оружия, выходили за пределы деревни, только взяв с собой самодельную пику. Отправляться в соседние деревни или города они старались группами не менее 3 человек. Губернатор Лангедога граф де Монкен отправил на поиски чудовища 56 солдат под командованием драгунского капитана Дюамеля, который организовал несколько облав в окрестных лесах. Тогда были уничтожены около 100 волков, но живоданский зверь оставался неуловимым. В октябре 1764 года со зверем неожиданно столкнулись местные охотники. Они дважды выстрелили в него и утверждали, что ранили, но догнать его либо найти мертвым не смогли. Зато ими был найден обглоданный труп 20-летнего юноши. Нападения зверя прекратились на месяц, но 25 ноября они возобновились. В тот день зверем была убита 70-летняя женщина, отправившаяся в лес за хворостом. В декабре зверь нападал на людей почти каждый день. 27 декабря было зафиксировано сразу 4 нападения, закончившиеся гибелью 2 человек. 12 января 1765 года 7 детей в возрасте от 9 до 13 лет встретились со зверем на опушке леса и сумели отпугнуть, громко крича и бросая в него камни и палки. Видимо, смущенный столь нетипичным поведением потенциальных жертв, зверь отошел в лес, но немного позже вернулся и в этом же месте убил ребенка, который в одиночестве отправился в лес на поиски своих друзей. Другой известный случай благополучного исхода встречи обычного человека, невооруженного охотника и зверя, противостояние хищника и девушки из деревни Палак, Мари Жан Вале. С помощью самодельной пики она сумела отбиться и вернуться домой. В настоящее время у въезда в ее родную деревню можно увидеть этот известный памятник. Но такие благополучные столкновения со зверем были исключением из правил. Только за январь 1765 года погибли 18 человек. 5 апреля того же года зверь напал на 4 детей и убил всех. К осени число зафиксированных нападений достигло 134, а количество погибших – 55 человек. В январе все того же 1765 года сведения о таинственном чудовище, уничтожающем людей в Аверне, дошли до Людовика XV. Король отправил на поиски зверя знаменитого нормандского охотника Деневаля, который к тому времени имел на своем счету более 1000 лично застреленных волков. Вместе с сыном, также известным охотником, Деневаль отправился в Живодан. С собой они привезли 8 испытанных в многочисленных облавах гончих. В течение нескольких месяцев, начиная с 17 февраля 1765 года, они прочесывали леса Аверни, не делая перерывов даже на время непогоды. 1 мая 1765 года живоданский зверь был все же найден и даже ранен, но ему вновь удалось уйти от погони. Теперь охоту на зверя возглавил граф де Апше, сын которого, как мы помним, стал одной из первых жертв этого чудовища. Успеха удалось добиться 19 июня 1767 года, когда одному из участников облавы, в которой принимало участие около 300 человек, Жану Шестелю удалось застрелить зверя. Осмотры вскрытия монстра несколько разочаровали охотников. Как это часто бывает, выяснилось, что у страха глаза велики. И не так страшен черт, как его малюют. Оказалось, что длина зверя от головы до хвоста всего 1 метр, но животное, в общем-то, подходило под описание. Хищник имел непропорционально большую голову с огромными клыками и тяжелыми челюстями, непропорционально длинные передние лапы, его шерсть была серой с рыжими подпалинами, а на боках и у основания хвоста располагались несколько черных полос. Тело зверя было покрыто шрамами, в правом бедренном суставе оказались 3 дробины, в желудке было найдено предплечье пропавшей недавно девочки. Дальнейшая история тела зверя так и остается неясной. Кто-то говорит, что его сперва возили по деревням, выставляли на показ, чтобы убедить суеверных крестьян в смерти чудовища. Кто-то говорит, что зверя сразу же отвезли к королю. К сожалению, местные крестьяне понимали в таксидермии не больше, чем свинья в апельсинах, и сделали из тела зверя такое отвратительное чучело, что оно начало разлагаться еще по пути к королевскому двору.
Людовик XV юмор не оценил, засвидетельствовал подлинную животную природу чудовища, не утруждая себя копанием в мертвечине, и повелел то ли выкинуть чучело, то ли сжечь его, то ли отправить тело для утилизации ближайшим родственникам маркиза Д'Апше, который командовал той самой облавой, окончившейся успехом. Если верить последней версии, то чучело закопают в саду дома семьи де ла Рашфука. Дом этот будет разрушен в 1825 году и уже навсегда унесет с собой тайну загадочного зверя, идентифицировать которого ученым так и не удалось. Отныне чудовище больше никогда не видели в Живодане. Возможно, оно перебралось куда подальше, но тогда почему не продолжились убийства в другой части страны? Доподлинно мы никогда этого не узнаем. История человечества знает множество случаев нападения хищников на людей. Иной раз животное бросается на человека, защищая себя, детенышей или свою территорию. Но иногда человек становится объектом охоты, потенциальной добычей. Именно в начале 20 века близкий к Гималаям Непальский регион терроризировался самым известным и кровожадным животным-людоедом. Мужчины, женщины и дети пропадали в джунглях. Нападения были настолько частыми и жестокими, что местные жители начали поговаривать о демонах и наказаниях от богов. Но виновницей была бенгальская тигрица. Нет в мире животного, способного сравниться с ней в количестве пролитой крови. Всего за несколько лет ей удалось убить свыше 436 человек. Но что же заставило тигрицу вступить на этот путь? Разве животное не должно бояться человека и его оружия? Должно, но не чемпаватская тигрица. Все началось в одном из лесов Непала в самом начале 20 века. Никто точно не знает, где именно, но в одной из тигриных семей родилась обычная на первый взгляд самка. Она росла и развивалась так же, как и все ее сородичи. Прыгала, скакала и охотилась на привычную дичь. Но однажды случилось то, что навсегда изменило ее судьбу. На одной из охот она сломала верхний и нижний клык. Подобная травма привела к тому, что чемпаватская тигрица лишилась возможности удерживать свою дичь в мертвой хватке, а значит, теперь она довольно часто будет оставаться без еды. И вот голодная и обозленная она рыскает по округе в поисках более легкой добычи. Ее поиски венчаются успехом, она знакомится с человеком. Доподлинно неизвестно, где именно произошла эта встреча, однако ее исход очевиден. И вот, ведомая жаждой крови, чемпаватская тигрица-людоед начинает искать себе новые угодья для охоты. Следует заметить, что вначале она очень осторожно вырабатывала свою стратегию атаки. Тигрица не нападала на группы людей и всегда выскакивала из засады, тем самым обескураживая жертву. Но со временем она осознала, что человек не может дать ей должный отпор, а поэтому ее методы стали более открытыми. Теперь она уже не сдерживала себя, раздирая всех на своем пути. И чем больше людей она убивала, тем жестче и чаще происходили ее атаки. По предварительным подсчетам, от ее когтей умерло около 200 жителей Непала. Подобная трагедия вынудила власть принять меры. Они прислали регулярную армию, дабы изловить зверя, но те не смогли справиться с задачей. Единственное, что они сделали, так это прогнали ее за пределы своей страны в Индию. Изгнанная из родных земель, чемпаватская тигрица не оставила свое кровавое дело. Она переходила с одного места на другое, оставляя за собой след из человеческих трупов. Ее вера в собственную безнаказанность привела к тому, что она начала охотиться прямиком в деревнях. Большинство ее зверств проходило в регионе под названием Камаун. Видно, именно здесь она решила обустроить свой дом. Следует заметить, что чемпаватская тигрица идеально изучила свою территорию, благодаря чему все попытки убить ее заканчивались крахом. Крайне важным являлось и то, что местные жители сильно боялись этого зверя. Они верили, что в нем заключен темный дух, а значит, его нельзя убить простым оружием. Поэтому все, что они могли, прятаться и убегать. Именно такое поведение привело к тому, что за несколько лет тигрица сумела убить порядка 210 человек. Согласно записям тех лет, чудовище ходило из деревни в деревню, оповещая о своем приближении грозным рыком. Оно не пряталось и не избегало встреч с группами людей.
Увидавши подходящую добычу, она устремлялась к ней и раздирала, после чего спокойно уходила назад в джунгли. Но в один момент все кардинально изменилось. В те времена, когда тигров все еще боялись убивать, охотники на тигров спасали сотни жизней. В Индии на рубеже веков, как знали власти, мог победить смертоносную тигрицу только один человек – полковник Джеймс Корбетт. Корбетт был британцем ирландского происхождения, действовавшим в колониальной Индии и прославившийся как охотник на зверей-людоедов. Когда правительство попросило Корбетта выследить чемпаватскую тигрицу, он согласился, но при этом выдвинул два условия. Во-первых, отменить правительственные награды, а во-вторых, отозвать всех охотников. Он не хотел, чтобы его считали охотником за наградой, так как для него это звучало оскорбительно, а также и не хотел быть случайно застреленным. Власти, недолго думая, быстро согласились с его условиями, и охота на тигра началась. Корбетт прибыл с несколькими помощниками в деревню Чемпават. Когда полковник оказался в деревне, он обнаружил, что все жители заколочены в своих домах. Никто не смел выходить на улицу целых 5 дней. Корбетт провел первую ночь на улице, пытаясь выследить тигрицу вдоль дороги, которую она, как говорили жители, обычно стережет. Однако полковника тоже не покидал страх, что за ним кто-то следит из кустов. Корбетт писал: «Когда ночной ветер шевелил ветви и двигались тени, я увидел несколько надвигающихся на меня тигров и горько сожалел о том, что оказался здесь перед лицом людоеда. Мне не хватало мужества вернуться в деревню и признаться, что я тоже боялся выполнять возложенную на себя задачу, и, стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода, просидел долгую ночь». Когда утром Корбетт вернулся в деревню, жители были крайне удивлены увидеть его живым. От увиденной храбрости жители перестали сидеть дома и попросили полковника, чтобы он проследил за местностью, пока жители деревни собирали пшеницу. Иначе страх новой напасти тигрицы не позволил бы им это сделать. Сбор урожая прошел по плану, без визита тигрицы. Сам Корбетт после долгой ночи пока не решался искать тигра, хотя знал, что местные жители могут показать ему окрестности, где, вероятно, находится кошка. Все же спустя время полковник согласился, и жители деревни привели к месту последнего нападения. Изучив следы животного, он определил, что тигр был самкой. Дальнейшее обследование места дало информацию о том, как жертва собирала ветки, когда тигр внезапно схватил ее за ногу. Затем ее утащил за горло в лес. Потом Корбетт нашел останки, всего несколько костей, которые он завернул в ткань, чтобы их можно было захоронить. Также было немного одежды, но ничего более. 3 дня Корбетт бродил по джунглям. Не обнаружив никаких признаков тигра, он направился обратно в Чемпават. Во время путешествия он слышал много разных историй о нападениях, и именно на одном из рассказов он неожиданно получил известие от жителя деревни о новом нападении тигра на девочку-подростка. Примчавшись к месту происшествия, он обнаружил лужи крови и след, ведущий вглубь джунглей. Когда он шел по следу тигрицы, к нему присоединились пару перепуганных мужчин из деревни, вооруженных винтовкой. Как выяснилось, они получили приказ от деревенского старосты сопровождать Корбетта. Это не понравилось полковнику, так как он был полон решимости пойти по следу один. Полковник приказал крестьянам снять свои тяжелые сапоги, дабы не испугать тигра. Не пройдя и 500 метров, Корбетт обнаружил тигрицу за трапезой своей жертвы. От увиденного, как тигр растерзал девочку, полковник был немного в растерянности. Тигрица заметила охотника, но прежде чем успеть что-то предпринять, Корбетт схватил винтовку и с немного трясущими руками отпугнул 2 выстрелами тигрицу. Полковник решил не преследовать тигра, а вернуться в деревню, дабы организовать на следующий день облаву в ущелье реки Чампа. По труднопроходимой местности шли сотни мужчин, стреляя из огнестрельного оружия и шумя, пытаясь отогнать тигра к Корбетту, который занял позицию, чтобы перехватить ее. И наконец, это сработало. Около полудня полковник застрелил тигрицу. Первые выстрелы охотника попали тигрице в грудь и плечо, а его последний выстрел попал ей в ногу, в результате чего она рухнула в 6 метрах от него. Меткость и храбрость английского охотника смогли прекратить кровавый террор зверя, благодаря чему люди наконец-то смогли спать спокойно. Что касается самого Джима, то он посвятил всю свою жизнь охоте на людоедов, что сделало его настоящим героем того времени. Стоит ли жалости людоед, который убивал, дабы выжить в условиях, когда обычная охота на дичь была невозможна?
Думаю, с этим вопросом я обращаюсь к тебе, мой дорогой друг. Леопард, ставший людоедом, еще более опасен, чем даже тигр-людоед, ибо обладает поистине мистической способностью подкрадываться к жертве и убивать ее совершенно бесшумно. В Северной Индии, там, где сливаются воды Мандакини и Алакнанды, образуя священный Ганг, до сих пор помнят о так называемом рудрапраягском леопарде. Этот хищник за период с 9 июня 1918 года по 14 апреля 1926 года только по официальной статистике загрыз 125 человек. Пятнистый монстр избегал самых хитроумных ловушек и нередко охотился за теми, кто пытался уничтожить его. Но однажды по следам леопарда-людоеда отправился истинный профессионал. В сельской администрации Индии существует уникальная должность патвари. Так называют чиновника, который регистрирует в подведомственных ему деревнях случаи гибели людей от нападения диких животных или укусов ядовитых змей и насекомых. С лета 1918 года патвари ряда населенных пунктов Гарвала сообщили своему начальству о появлении страшного леопарда-людоеда. Останки первых жертв хищника были обнаружены вблизи Рудрапраяга, места слияния двух рек. Молва быстро окрестила пятнистого убийцу рудрапраягским леопардом-людоедом. Под таким названием зверь вскоре попал в рубрику происшествий ведущих газет всех 5 континентов, привлекая к себе внимание читателей на протяжении почти 8 лет. Гарвал – гористая, покрытая густыми джунглями территория, по которой разбросаны уединенные деревеньки, нередко связанные между собой лишь лесными тропами да висячими мостами. Здесь на площади в 500 квадратных миль в те времена проживало порядка 50 тысяч жителей. Кроме того, через Гарвал проходили маршруты паломников, которые направлялись к священным для каждого индуса истокам Ганга. Паломники обычно передвигались группами, непременно босиком, нередко устраивая ночлег на открытом воздухе. За год дорогами Гарвала проходило свыше 60 тысяч паломников. У леопарда были неограниченные возможности выбирать себе жертву, что называется, по вкусу. Два приятеля-соседа, собравшись вместе, курили кальян, передавая его друг другу. В комнате было темно, и лишь уголек кальяна слегка рассеивал мрак. В помещение с улицы вела единственная дверь, которая была притворена, но не заперта, поскольку раньше в этой деревне леопард-убийца не появлялся. Беседа друзей текла по-восточному неторопливо, но вот при передаче кальяна из того выпал уголек. Собирая тлеющую золу, хозяин дома наклонился, когда снова поднял голову, то увидел, что дверь в комнату распахнута настежь. На улице взошла луна, и в ее свете мужчина различил силуэт леопарда, который уже тащил на себе тело его друга. В другой деревне у больной женщины остались на ночь две ее подруги. В одной из комнат имелась узкая и высоко расположенная прорезь, служившая окном, которую закрывал большой медный сосуд с питьевой водой для больной. Все наружные двери в доме были не только надежно заперты, но и дополнительно укреплены. Ночью раздался шум от падения с окна медного сосуда. Зажгли лампу. Больная лежала на полу у стены, а на ее горле зияли глубокие раны от клыков. Дознание, проведенное утром, показало, что леопард проник ночью в дом через узкое окно, даже не задев медного сосуда. Хищник неспешно обошел весь дом, выбрал жертву, убил ее и дотащил до стены. И все это настолько бесшумно, что никто в доме не проснулся. И лишь при попытке протащить тело через узкое окно леопард сбил тяжелый сосуд, после чего скрылся. Слухи о подобных происшествиях разлетались мгновенно и приводили к тому, что ужас воцарился по всему Гарвалу. Едва солнце приближалось к горизонту, как люди заканчивали свои дела и спешили укрыться за крепко запертыми дверьми. Многие поставили у себя вторые двери и дополнительные засовы, но и за крепкими запорами многие дрожали от страха, опасаясь даже мысленно привлечь внимание ужасного монстра. Нельзя сказать, что колониальные власти тогдашней Индии не принимали мер по ликвидации опасного зверя-людоеда. За его уничтожение была объявлена весьма значительная награда – 10 тысяч рупий плюс доходы с 2 деревень. Приглашались лучшие местные охотники шикари, которым на период охоты устанавливалось высокое жалование. В прессе появилось обращение ко всем спортсменам Индии с просьбой включиться в охоту на людоеда.
На подходах к деревням и вдоль дорог было расставлено множество хитроумных ловушек, а патвери были снабжены сильнодействующими ядами для закладки в человеческие трупы, к которым леопард имел обыкновение возвращаться. Но даже этого было недостаточно. Это был поистине неуловимый зверь. Летом 1925 года по просьбе Уильяма Иббитсона, советника губернатора Соединенных Провинций, к охоте на людоеда подключился известный в Индии следопыт Джим Корбетт. К этому времени на счету леопарда было 110 жертв, причем пик нападений приходился на предыдущие 4 года. Фактически матерый хищник совершал по убийству в каждые 2 недели. Уже было известно, что это очень крупный самец далеко не первой молодости, но обладающий громадной силой. Прибыв на место, Корбетт получил известие, что в одной из ближайших деревень леопард убил корову. Охотник тотчас отправился на место. Патвори провел его по деревне, показав следы когтей леопарда на многих дверях и окнах. Зверь, несомненно, намеревался добраться до человечины, но, не найдя ни одной лазейки, напал на корову. Не сумев, однако, протащить массивную тушу через дверь, хищник до отвала насытился на месте и ушел. Была надежда, что он вернется к добыче и на вторую ночь. Устроили засаду, но леопард так и не появился. Зато через несколько дней пришло известие, что корова убита в другой деревне. Судя по почерку, это был все тот же леопард-людоед. Как раз в этот период на помощь Корбетту приехал Иббитсон и привез с собой капкан. Охотники замаскировали капкан на леопардовой тропе, закрепив его цепью и крепким колом, вбитым в землю, а сами влезли на высокий сток сена неподалеку. Спустя час после наступления темноты с тропы раздался бешеный рев раненого зверя. Корбетт зажег фонарь, и в его свете охотники увидели крупного леопарда, вставшего на дыбы. Не теряя времени, Корбетт выстрелил. По злой иронии судьбы, пуля попала в звено цепи и разорвала его. Леопард огромными прыжками помчался в заросли, таща капкан перед собой. Охотники бросились за ним, так как были уверены, что с капканом ему далеко не уйти. И точно, за выступом скалы они увидели лежавшего зверя, который злобно рычал. Корбетт прицелился и выстрелил. Пуля крупного калибра сразила хищника наповал. С утра все окрестные деревни охватило радостное ликование. Люди смеялись и радовались обретенной свободе. Один Корбетт выглядел озабоченным. В нем крепла уверенность, что убит другой леопард, а не людоед. Он попросил патвори передать сельчанам, чтобы те не снижали мер безопасности, но к этому предостережению никто так и не прислушался. В эту ночь люди опять спали с открытой дверью и беспечно выходили с наступлением темноты во двор. Но не все так просто. Известие об очередном нападении леопарда не заставило себя ждать. Убитым оказался мужчина, обитавший с матерью, женой и 3 детьми в уединенной хижине. Вечером охотники положили в труп яд в 3 местах и вернулись в свое бунгало. Утром оказалось, что за ночь леопард успел оттащить тело далеко в кусты, где плотно поужинал, не коснувшись ни одного из тех органов, где находился яд. Охотники решили рискнуть еще раз. Буквально нашпиговав останки ядом, они устроились в засаде среди ветвей. Леопард появился бесшумно среди ночи и провел возле трупа 2 часа. У людей затеплилась надежда, что теперь-то хищник получил смертельную дозу отравы. Уже на рассвете патвори организовал около 200 местных жителей для поисков предполагаемого трупа леопарда. Следы привели к пещере с узким лазом. Здесь же хищник изрыгнул пальцы своей жертвы. Сомнений не было ни малейших. Отравившийся ядом людоед находится в пещере. Лаз заделали железными кольями и проволочной сеткой, здесь постоянно дежурили вооруженные люди. Постепенно в районе снова возобладала беспечность. День проходил за днем, все было спокойно. А на 10-е утро пришло трагическое известие. В 1 миле от дороги паломников леопардом убита женщина. Поистине дьявол вырвался из заточения. Сам Корбетт считал, что из пещеры существовал второй выход, а яд не оказал должного эффекта из-за слишком большой дозы, которая вызвала у хищника рвоту. Еще не раз казалось, что леопард угодил в надежную ловушку, но непостижимым образом этот дьявол во плоти снова и снова уходил от возмездия. Однако теперь Корбетт имел ясное представление об основных маршрутах хищника. Охотник предположил, что в течение ближайших 10 дней зверь пройдет по дороге паломников между 2 деревушками. Здесь следопыт и решил устроить засаду.
В 100 ярдах от убежища паломников росло одинокое манговое дерево. Под этим деревом Корбет вбил в землю крепкий кол, привязав к нему козу с небольшим колокольчиком. Сам же устроился на ночь в ветвях дерева, надеясь, что леопард явится на рандеву. Так прошло 10 ночей. Леопард бродил где-то поблизости, из одного дома он утащил овцу, а из другого козу. Он словно выжидал чего-то. Наступил вечер 11-го дня. Неужели снова придется уезжать, не выполнив своей миссии? Внезапно до его слуха донесся шорох у подножья дерева. Жалобно заблеяла коза, отчаянно задергался колокольчик. Корбет нажал кнопку фонарика и прямо под собой увидел леопарда. Без раздумий нажал на курок, и в тот же миг фонарик погас. Выстрел прозвучал в 10 часов вечера. Колокольчик козы продолжал позвякивать, следовательно, коза осталась невредимой. Но где же леопард? Лишь в 6 часу утра, когда начало светать, обессиленный охотник спустился с дерева. Кровавый след вел к скальному выступу. Там, раскинув лапы, лежал леопард. Он был мертв. Несомненно, это был он, ужас Гервала, старый матерый зверюга с седой мордой и безусыми губами. Язык и зубы у него были стерты и черные, очевидно результат действия цианида. Его старые зарубцевавшиеся раны полностью соответствовали информации о предыдущих схватках и выстрелах. Утром тело хищника обмерили, его длина от морды до кончика хвоста составляла почти 2 метра 40 сантиметров. Что стало с телом после убийства, доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что история леопарда из Рудрапраяга наконец подошла к концу. Хорошо ли, что Корбету удалось убить зверя, думаю, вопрос риторический. Но у каждого из нас есть мнение, и твое на этот счет я бы хотел увидеть в комментариях. Верите ли вы в то, что животные могут быть серийными убийцами? В это трудно поверить, ведь животными руководят инстинкты, а не злость или жажда наживы. Но 2 льва, которых прозвали людоедами из Цава, полностью поменяли представление о том, на что способны животные. С марта по декабрь 1898 года 2 льва-самца убили по разным данным от 30 до сотни с лишним человек во время строительства железнодорожного моста, соединяющего Кению с Угандой. Необычная особенность этих львов заключалась в том, что у них отсутствовала грива, хотя оба были самцами. Эти львы специально выслеживали и убивали своих жертв. Количество убитых ими людей невероятно велико. Но самое удивительное и страшное в этой истории то, что львы убивали не просто напав на человека и отступив. Они убивали, а потом съедали свою жертву частично, переключаясь на другого человека. Все началось с того, что Британская империя запустила проект по строительству железнодорожного моста через реку Цава, чтобы связать Кению с Угандой. Проект, который начался в марте 1898 года, возглавил подполковник Джон Генри Паттерсон. Вскоре после начала строительства рабочие начали замечать, что вокруг их лагеря творится что-то необычное. Как оказалось, к рабочим начали заглядывать 2 бродячих льва. В конце концов, львы вытащили одного индийского рабочего прямо из палатки посреди ночи и съели его. За этим нападением последовало множество других. Рабочие пробовали различные методы, чтобы избавиться от львов. Они разжигали большие костры, чтобы отпугнуть от своего лагеря хищника, но все это было безрезультатно. Они построили забор из колючего кустарника, уверенные в том, что это сдержит львов. И такая уловка, несомненно, сработала бы, если бы речь шла об обычных животных. Львы, которые вкусили человеческой плоти, теперь обходили все препятствия. Они перепрыгивали через колючий кустарник или пролезали снизу, не обращая внимания на царапины, которые оставались у них на шкуре. Суеверные, пригнанные специально для строительства моста индийские рабочие прозвали львов «Призрак и тьма» и начали покидать это место. Объятые ужасом, они бежали с рабочих мест, как крысы с тонущего корабля. Строительство железнодорожного моста частично прекратилось, так как весь рабочий класс разбежался кто куда, лишь бы выжить и унести ноги. И тогда полковник Паттерсон понял, что пришло время предпринять серьезные меры. Расспросив работяг о последнем нападении, Паттерсон, уверенный, что поведение людоедов можно предугадать, организовал пост у палатки последней жертвы. То, что затея провалилась, стало понятно, когда вдалеке раздались истошные крики. Звери выбрали для нападения новый лагерь.
В эти первые недели и сами львы еще делали ошибки. Один, прыгнув на индийского торговца, запутался в веревках и позорно бежал, испугавшись звона посуды. Другой, пробравшись в палатку полную кули, почему-то остановил свой выбор на мешке с рисом, схватил его и бросил только за лагерем. Но каждое новое нападение делало львов все наглее, умнее и самоувереннее. Вскоре они перестали бояться криков, выстрелов и даже огня. Если они выбирали жертву, то ее судьба была решена. Все лагеря были окружены оградами, но львы продолжали находить лазейки. Каждые 2-3 дня кто-нибудь из кули пропадал, и, как ни странно, рабочие начали привыкать к постоянной опасности. В июне неожиданно наступила передышка. Известия о нападениях периодически приходили с других районов, но в Цаво было тихо. Не особенно надеясь, что людоеды навсегда забыли о них, Паттерсон, пока было затишье, занялся расставлением и конструированием новых ловушек. Звери вернулись в конце лета, когда обитатели лагеря расслабились до такой степени, что предпочитали спать под открытым небом, не залезая в душные палатки. Хотя рабочие заметили льва еще тогда, когда он пробирался через колючую изгородь и сразу подняли шум, кидая в него камни и горящие поленья, хищника это не отпугнуло, а только разозлило. Врезавшись в толпу, он схватил жертву, оттащил ее за ограду и тут же приступил к трапезе. Рядом пристроился выскочивший из темноты второй людоед. Пиршество происходило в 200 метров от вопивших от ужаса зрителей. Бригадир несколько раз стрелял в зверей, но те продолжали терзать тело, пока не насытились. Список жертв пополнялся каждую ночь, зловещий ритуал повторялся в неизменном порядке. Слышалось густое рычание, затем наступала тишина, означавшая, что лев выбирает цель. Далее следовала молниеносная атака и быстро затихавшие предсмертные крики несчастного. Не горевшие всю ночь костры, ни высокие ограды, ни выставленные дозорные, ничто не смогло защитить от львов-людоедов. В середине осени людоеды поменяли тактику. Если раньше один устраивал налет, а второй ждал у ограды, то теперь они стали врываться в лагерь вместе. Число убитых и раненых стало расти вдвое быстрее. Паника достигла предела. След любого животного принимался за отметину львиной лапы. В декабре и вовсе началось массовое бегство рабочих. 5 сотен кулей перегородили пути, остановили поезд и покинули на нем проклятое место. Оставшиеся рабочие забросили железнодорожные работы и полностью переключились на строительство львинозащитных убежищ. Деревья запестрили человеческими гнездами. Многие выкапывали внутри палаток ямы, в которые забирались на ночь, уложив сверху ряд шпал. 8 декабря утром Паттерсон разбудил крик прибежавшего кенийца, который выкрикивал «Симба». Только что людоеды проникли в лагерь у реки. Люди разбежались, и львам пришлось довольствоваться ослом, которого они сейчас рвали на куски. Схватив мощное ружье, специально оставленное начальником полиции, которого отправили проверить, как обстоят дела со строительством моста, Паттерсон бросился на место. Когда он уже различал среди зарослей одного из львов, увязавшийся за ним кениец неосторожно наступил на ветку, тем самым спугнув хищников. Возвратившись в лагерь, Паттерсон приказал собрать все, что может издавать шум, и гнать львов обратно к недоеденной туше осла. Едва Паттерсон занял позицию, как под грохот барабанов и консервных банок из джунглей показался лев. Паттерсон нажал на спусковой крючок, и хваленое оружие шерифа дало осечку. Второй залп был выпущен уже вслед за скрывшемуся в кустах людоеду. Лев свидетельствовал, что зверь все-таки ранен. Проклиная себя за то, что доверился чужому ружью, Паттерсон кинулся в погоню, но потерял след. Оставалась надежда, что ночью львы вернутся к недоеденному ослу. Так и произошло. Гость пожаловал за полночь. Раздался долгий зевок, означавший, что лев хочет есть. Вздох голода сменился рыком. Зверь почуял человека. Паттерсон забеспокоился, что это спугнет льва, но случилось ровно наоборот. Не обращая внимания на аппетитного осла, людоед стал медленно сужать круги возле насеста охотника. Боясь шевельнуться, Паттерсон ждал, когда лев подберется ближе. Проверка на выдержку продолжалась 2 часа. На рассвете стали видны очертания хищника. Джон выстрелил, лев взвыл и прыгнул в кустарник, но Паттерсон продолжил палить на звук. Стоны перешли в судорожное дыхание, а потом оборвалось и оно. В тишине африканской ночи звуки разносятся далеко. Когда пальба прекратилась, из лагеря, находившегося за полкилометра, раздались крики. «Он мертв!» – прокричал в ответ Паттерсон. Лев был огромен.
От носа до кончика хвоста он достигал в длину почти 3 метра. Обратно в лагерь его смогли отнести лишь 8 взрослых мужчин. И хотя наполовину полковнику удалось одержать победу, Паттерсон понимал, что оставался еще один лев. Его тоже необходимо остановить. На это у Паттерсона ушло еще 20 дней. Второго льва он убил 29 декабря. Паттерсон уверял, что выстрелил в него не меньше 9 раз, прежде чем лев умер. Смерть настигла льва, когда тот цеплялся за дерево, стремясь достать Паттерсона. Этот был немного меньше первого – 2 метра 89 сантиметров. Когда слух о том, что львов убили, распространился, рабочие бригады вернулись к работе, и строительство моста было завершено. Вероятнее всего, львы в общей сложности убили от 28 до 31 человека, но полковник Паттерсон заявлял, что на их счету 135 человеческих жизней. Паттерсон освежевал львов и использовал их шкуры в качестве напольных ковриков. В 1924 году он продал их в Филдовский музей естественной истории в Чикаго за $5000. Шкуры львов были в ужасном состоянии. Специалисты восстановили их, и сейчас туши этих животных представляют собой экспозицию музея. Черепа львов находятся здесь же, неподалеку. На этом история людоедов из Цава подходит к концу. Джон Генри Паттерсон, благодаря которому закончился ад для рабочих, в 1940-х с семьей переехал в Калифорнию. Умер он в 1947 году мирно во сне в 79 лет. В общем, пожил. Сколько было бы жертв, если бы и не полковник, никому не известно. Скорее всего, львы сносили бы сотнями обычных рабочих. Иногда природа и человек сталкиваются в жестоком и бескомпромиссном противоборстве. Примером может являться история медведя-убийцы из японской деревни Санкэбэцу на острове Хоккайдо в Японии. Местность эта была глухой и слабо заселенной, ее исконными жителями были бурые медведи. На острове их популяция составляла более 1500 особей, но был среди них один необычайно крупный самец, в результате нападений которого погибли люди. Всего за несколько дней ему удалось вырезать почти треть населения деревни. Это одно из самых жутких нападений медведя-людоеда за всю историю Японии. Но самое удивительное и страшное в этой истории то, что всеми жертвами людоеда были женщины и дети. Началось все в середине ноября с того, что Кисагаки, такое имя дали дикому медведю-людоеду японцы, вышел из печки намного раньше положенного срока и отправился на поиски еды. В своих поисках медведь забрел в деревню Санкэбэцу, где напугал лошадь семьи Икеда. Заслышав ржание испуганной кобылы, жители дома выбежали на улицу и спугнули медведя. Завидев людей, он сразу сбежал. В летнее время бурые медведи регулярно разоряли кукурузные поля близ этой деревни. По всей видимости, медведь направился к деревне по привычке, дабы подкрепиться, однако время года оказалось неподходящее для грабежа полей, и Кисагаки стал бродить в поисках еды непосредственно возле жилых домов. 20 ноября 1915 года животное снова вернулось к дому фермера Икеда. Во время этих визитов никто не пострадал, однако глава семьи был встревожен появлением медведя, а потому на несколько дней вызвал из соседних деревень своих сыновей, вооруженных ружьями. Ненадолго затаившись, 30 ноября медведь вновь объявился у дома. Во время этого визита японцы попытались убить Кисагаки и даже несколько раз попали в него, однако он смог сбежать. На следующее утро охотники отправились по следу из крови, чтобы добить медведя, но были вынуждены вернуться из-за начавшейся метели. Для себя они решили, что раз медведь ранен, то теперь он умрет или же побоится идти в деревню, однако, еще не зная этого, серьезно ошибались. Спустя чуть больше недели, а именно 9 декабря, примерно в 11 утра, Кисагаки вломился в дом фермера Ота, где в этот момент находилась Абе Майо, жена главы семьи, и ее приемный сын Хасуми Мика. Мальчик, даже не успев дернуться, как тут же был убит прямо в доме. Медведь прокусил ему голову. Женщина же сперва смогла отбиться от атаки медведя при помощи дров, после чего попыталась бежать. Но в итоге Кисагаки утащил ее в лес и закопал в снегу, вероятно, желая съесть труп позже. 10 декабря день оказался крайне богат на события для жителей Санкэбэцу. Для поисков медведя-людоеда и останков Абе Майо была организована поисковая группа из 50 человек.
Люди вошли в лес и не успели углубиться даже на 150 метров, как встретили весьма агрессивно настроенного Кисагаки. 5 мужчин сразу же выстрелили в медведя, но попасть в него удалось только одному, да и то не смертельно. Тем не менее, разъяренное животное отступило, и люди избежали ран. После того, как медведь сбежал, охотники обследовали местность и обнаружили засохшую кровь на снегу у подножия Сахалинской ели, под снегом которой лежал труп Маю, от которого остались только голова и части ног. Таким образом, было доказано, что именно этот бурый медведь напал на семью Отто. Вернувшись в Сан-Кебецу, жители долго между собой совещались, придя в итоге к выводу, что, попробовав человеческой плоти, медведь от нее теперь не откажется и наверняка этой же ночью снова придет в деревню. Поэтому жителями было принято решение устроить засаду в доме фермера Отто. Кисагаки действительно пришел за лакомством в ту ночь, и хотя люди подготовились к его приходу, все были в такой панике, что из нескольких десятков человек в медведя снова сумел попасть всего один. Стрельба спугнула медведя, он сбежал в сторону дома фермера Миюки, где засаду пережидали жены и дети местных жителей. Медведь через окно вломился в дом, где напал на женщину Яо Ясутарю, жену фермера Миюки, вместе с малолетним сыном, занятую готовкой ужина для собравшихся в доме детей. Сперва медведь укусил ребенка, а спустя некоторое время он скончался от ран, а затем набросился на Яю. Женщину и ее ребенка спасло то, что Ода, один из старших детей, находившийся в доме, отвлек медведя на себя, дав Яю возможность бежать и привести помощь. Женщина сумела с раненым сыном выскочить в окно, а Ода попытался спрятаться от медведя за мебелью, но все равно был сильно искусан. Затем медведь настиг Кинза, третьего сына семейства Миюки, также пытавшегося спрятаться. Следующей жертвой стал Харуйоши, младший сын из семейства Саитов. Он пытался сбежать вслед за Яю, но Кисагаки разорвал его. Последней жертвой в доме Миюки стала беременная жена фермера Саита. По утверждениям, медведь отгрыз ей голову. Плод спасти не удалось. В разгар бойни к дому прибежали вооруженные фермеры, которых привела Яю. Однако мужчины побоялись заходить в дом и подумали, что медведь наверняка уже всех убил, а потому предложили просто поджечь дом. Однако Яя была категорически против, так как кто-то из детей мог еще быть жив. Люди разделились на 2 группы. Одна, состоящая из 10 человек, стояла на страже у двери, а другая группа пошла к задней части дома. Получив сигнал, группа в тылу подняла шум, крича и стуча оружием. Как и ожидалось, медведь появился у входной двери. Люди там сбились в кучу, но охранник во главе перекрыл линию огня. Среди общего замешательства и риска перекрестного огня медведь скрылся в ночи. С факелами из бересты они вошли в дом и увидели результаты атаки. Вести о зверствующем в провинциальной деревне медведе наконец-то дошли до островных властей, отправивших команду полицейских снайперов для уничтожения медведя-людоеда Кисагаки. В тот же вечер они прибыли в деревню, где осмотрели место бойни в доме Миюки. Полицейские предположили, что можно попытаться приманить медведя на останки одной из его жертв. Этот план был встречен яростным осуждением со стороны жителей деревни, но в итоге их все-таки сумели убедить согласиться. Кисагаки приманку проигнорировал и в деревню не пришел. На следующий день ранним утром было обнаружено, что пока охотники и снайперы сидели в засаде в доме Миюки, а женщины и дети пережидали в здании школы, Кисагаки разграбил несколько деревенских домов, сожрав изрядное количество припасенных на зиму припасов. Полицейские пытались мотивировать местных жителей на активное участие в охоте на медведя, но по большей части мужчины были очень сильно испуганы и предпочли охранять свои семьи от возможного нападения. На ночь было организовано несколько постов в деревне, на одном из которых охранники, как им показалось, видели тень медведя и начали истерично палить в его сторону. На следующее утро на месте обстрела не было найдено ни крови, ни следов. С рассветом команда снайперов начала исследовать окрестности и обнаружила следы крови. Поскольку медведь уже неоднократно был ранен, было решено, что это самая лучшая возможность выследить и убить Кисагаки, пока он вновь не напал. Ямамото и проводник Икеда Камедзира немедленно отправились за медведем. Ямамото решил выследить медведя с командой из 2 человек, так как это было намного быстрее и увеличивало шансы не быть сразу обнаруженным медведем. Проследовав по следам, Ямамото сумел обнаружить отдыхающего Кисагаки у дуба. Медведь, что странно, так и не заметил подобравшихся охотников, а потому они смогли поразить его сперва выстрелом в район сердца, а затем и в голову для надежности. Убитый медведь-людоед был тщательно измерен.
Его вес составлял 340 килограмм, а длина от макушки до хвоста почти 3 метра. Но на этом история жертв монстра не закончилась. Некоторые жители, которым удалось выжить после встречи с медведем-людоедом, позже скончались от полученных ранений. В скором времени люди покинули регион, свидетели нападений предпочли вскоре после этих событий бросить деревню и переехать в другие места. Им было тяжко жить вблизи места, где они потеряли своих близких и друзей, и Санкебетсу стал деревней-призраком. Теперь это место стало туристической достопримечательностью, где сохранились крестьянские дома начала 20 века, на фоне которых стоит изваяние гигантского медведя. С давних времен неспокойные воды морей и океанов приводили людей в трепет перед силами природы. История знает примеры воистину эпических трагедий, в которых сотни и тысячи человек в одночасье становились беспомощными жертвами водной стихии, как, например, гибель легендарного Титаника. Но 30 июля 1945 года произошло куда более жуткое событие – крушение американского тяжелого крейсера «Индианаполис», превратившееся в настоящую кровавую баню, когда выжившие моряки, окруженные ужасом и отчаянием, стали жертвами акул-людоедов. Лето 1945 года. Вторая мировая война близится к своему логическому завершению. Нацистская Германия повержена, однако ее тихоокеанский союзник Япония до сих пор оказывает ожесточенное сопротивление силам союзнических войск. Соединенные Штаты в надежде сломить неукротимый самурайский дух решаются на ужасающий ход – применение ядерного оружия. Для секретной транспортировки важнейших частей атомной бомбы был выбран тяжелый крейсер ВМС США «Индианаполис». Это судно было спроектировано в конце 20-х годов в качестве улучшенной версии крейсеров типа «Нортхэмптон», и 7 ноября 1931 года «Индианаполис» был спущен на воду. При максимальной длине в 186 метров судно имело полное водоизмещение в 12 775 тонн, а 4 силовых турбинных установки общей мощностью в 107 тысяч лошадиных сил развивали скорость в 32,5 узла. За все время Второй мировой войны крейсер успел получить 10 боевых звезд. Шла весна 1945 года, и для всех уже давно стало очевидным, что окончание войны – вопрос нескольких месяцев. Но Восток, как известно, дело тонкое, а японцы не были бы японцами, если бы напоследок не преподнесли штатам какого-нибудь экзотического подарка. Таким подарком стало появление управляемых смертниками торпед для подводных лодок, получившими название «Кайтен». 31 марта одному из таких смертников удалось повредить носовую часть «Индианаполиса». Погибли 9 моряков, однако судну удалось благополучно достичь порта Сан-Франциско и встать там на ремонт. Казалось бы, блестящий финал для военного корабля под занавес войны с почетом, славой и множеством боевых наград. Но нет, кораблю героя предстояла еще одна последняя миссия. Миссия, из которой он уже не вернется. Летом 1945 года на борт «Индианаполиса», стоявшего в доках Сан-Франциско, прибыли руководитель Манхэттенского проекта, генерал Лесли Гроувс и контр-адмирал Уильям Парнелл. Капитану крейсера Чарльзу Батлеру Маквею было передано поручение особой важности – доставить секретный груз на американскую авиабазу, расположившуюся на острове Тиниан в Марианском архипелаге. Как выяснится далее, грузом этим были сердечники для атомной бомбы «Малыш», которая позднее 6 августа 1945 года будет сброшена на японский город Хиросима. 26 июля судно благополучно добирается до Тиниана, а на следующий день «Индианаполис» берет курс на филиппинский остров Лейте, с попутной остановкой на Гуаме, крупнейшем острове в Марианском архипелаге и всей Микронезии вообще. Полученные инструкции обязывали капитана Маквея проводить зигзообразные маневры, так как данный регион мог прочесываться японскими субмаринами, а крейсер не был оборудован гидролокатором, что значительно повышало его уязвимость перед подводными атаками. Однако капитан счел данные инструкции излишними по причине отсутствия последних данных о действиях вражеских подлодок в этих водах и повел крейсер прямым ходом. 29 июля в 23:00 по местному времени гидроакустик на борту японской подводной лодки Ай-58 под командованием капитана 3-го ранга Матицуры Хасимото на расстоянии 4 морских миль обнаружил одиночную цель, идущую в 400 километрах к северу от архипелага Палау. Приняв объект за американский линкорн Айдахо, изрядно потрепавший нервы японцам, Хасимото отдает приказ на погружение и атаку вражеского корабля.
Когда подводная лодка уже было приблизилась к Индианаполису, крейсер внезапно сменил курс и субмарине пришлось маневрировать, чтобы выйти на боевую дистанцию. В 23 часа 26 минут Ай-58 выпускает по цели 6 торпед с интервалом в 2 секунды. В 23:35 Матицура Хасимото регистрирует 2 точных попадания в правый борт американского судна, в результате которых крейсер почти полностью потерял ход и начал заваливаться на бок. Японская субмарина уходит на глубину 30 метров, где перезаряжает торпедный аппарат и затем поднимается на поверхность и проводит повторный залп. Затем Хасимото, опасаясь преследования, разворачивает подлодку и уходит из района атаки. Атака японцев наносит Индианаполису непоправимый урон. В результате попадания одной из торпед вмиг было разрушено целое машинное отделение, и все находящиеся там матросы погибли. В образовавшуюся гигантскую пробоину хлынула вода, и через 12 минут огромное военное судно полностью скрылось под водой, утянув за собой на морское дно 300 из 1200 членов экипажа. И как показали дальнейшие события, этим бедолагам еще сильно повезло. Несмотря на то, что перед самым крушением Индианаполис успел передать сигналы бедствия, выжившим морякам пришлось ждать подмоги целых 4 дня. Около 900 человек беспомощно барахтались в открытых водах Тихого океана, без еды и питьевой воды. Уже на вторые сутки после трагедии люди стали гибнуть от обезвоживания и гипотермии, сопровождавшихся сильнейшими галлюцинациями. Многие, не веря в саму возможность спасения, теряли последние остатки сил и попросту тонули. Но и это было не самое страшное. Морская фауна микронезийского региона, помимо большого разнообразия косяковых пелагических видов рыб, представлена также и несколькими видами акул, среди которых следует отметить 2 наиболее опасных для человека. Первая из них – это длиннокрылая акула, в старину прозванная моряками морской собакой за свою привычку неотрывно следовать за кораблями. Длина этой рыбы может доходить до 3,5–4 метров, а масса до 200 килограмм. Основной пищей для длиннокрылой акулы являются барракуды, макрели, тунцы и другие виды костистых рыб. Однако знаменитый океанограф Жак Ив Кусто не зря называл этот вид самым опасным среди всех акул, поскольку эти существа во время охоты становятся невероятно агрессивными. Имеются задокументированные случаи массовых нападений длиннокрылых акул на людей. 28 ноября 1942 года в районе Южной Африки в результате торпедирования немецкой подводной лодкой У-177 потерпел крушение пароход Нова Скотия. Из почти 1000 находившихся на борту пассажиров 800 были растерзаны морскими собаками. Другой вид акул, хозяйничающих в теплых тропических водах Марианского архипелага, знаменитые тигровые акулы, известные своей крайней неразборчивостью в еде. В желудках пойманных тигровых акул находили автомобильные номера, кожаные сапоги, мешки с углем, пивные бутылки, куски резиновых покрышек и один раз обнаружили даже не разорвавшуюся связку динамита. Помимо неприхотливых гастрономических предпочтений, это создание отличается и своими впечатляющими габаритами. Вместе с большой белой акулой и гигантской рыбой-молотом она делит пальму первенства за звание крупнейшей хищной рыбы на планете. Самки тигровых акул могут достигать длины в 5 метров и веса 800 килограмм, а по неподтвержденным данным и значительно больших размеров. Также этому виду свойственен каннибализм и невиданная прожорливость. Известны случаи, когда более крупная тигровая акула пожирала своего меньшего собрата, попавшегося на крючок, и, не насытившись, продолжала заглатывать все соседние снасти с наживками. Широко известны способности акул чувствовать кровь на довольно больших расстояниях, благодаря наличию особых электрорецепторов, так называемых ампул Лоренцини. Они представляют собой целые сети трубочек капсул, пронизывающих все тело акулы. Большая часть их расположена в области головы и заполненных желеобразной жидкостью. Внутренняя поверхность этих трубочек густо покрыта нервными окончаниями, передающими в мозг рыбы информацию о малейших изменениях и возмущениях водной среды на расстоянии до нескольких километров, таких как электрические импульсы, вызванные реакцией морской воды на попавшую в нее кровь. Кроме того, во время охоты акулы могут вслепую атаковать свою добычу даже в мутной воде, ориентируясь по исходящим от жертвы электрическим сигналам. Конечно же, несколько сотен человек, беспомощно барахтающихся на месте гибели Индианаполиса, не могли не привлечь внимание к себе морских хищниц. Уже к концу первого дня после крушения то в одном, то в другом месте лазурная тихоокеанская вода приобретала мутный красноватый оттенок. Длиннокрылые акулы, прибывшие к пиршественному столу, проливали первые капли крови, выдавая таким образом приглашение на званый ужин своим сородичам в радиусе нескольких километров.
Десятки вечно голодных морских собак и тигровых акул не заставили себя долго ждать. Началась массовая бойня, продолжавшаяся 3 суток. Обессилевшие и измотанные люди, без того находившиеся на грани жизни и смерти, начали попросту сходить с ума. Многие из матросов теряли сознание еще до того, как оказывались в акульей пасти. Некоторые, не выдержав подобных испытаний, покончили с собой. Один из выживших, Шерман Бут, рассказал позже, на 4-е сутки этого безумия один молодой матрос из Оклахомы увидел, как акулы заживо разорвали его лучшего друга. Не в силах вынести этого зрелища, он отстегнул нож, зажал его в зубах и поплыл по направлению к хищницам. Больше этого парня никто не видел. И лишь 2 августа, спустя 4 дня после крушения крейсера, пилот патрульного самолета Вентура случайно обнаружил оставшихся в живых людей. Началась спасательная операция, продолжавшаяся до 8 августа. Из 1199 членов экипажа Индианаполиса поднять из воды удалось лишь 321 человека, 5 из которых скончались в больнице. Сколько из погибших было съедено акулами, сказать сложно. Лишь 88 извлеченных из воды трупов более-менее поддавались опознанию. Большинство погибших было разорвано в клочья, а у многих из выживших остались страшные рваные раны. Выжить удалось и капитану судна Чарльзу Маквею. За потерю корабля во время боевых действий и невыполнение противоторпедных маневров он был отдан под трибунал. Тюремного срока ему удалось избежать, однако ярмо позора тяжким грузом повисло на нем. Родные погибших моряков слали ему письма с угрозами и проклятиями. Не выдержав душевных терзаний, в 1968 году Маквей покончил с собой. 30 октября 2000 года решением Конгресса США и президента Билла Клинтона капитан Батлер Маквей был посмертно реабилитирован. Интересно также, что в своих мемуарах командир японской субмарины утверждает, что противоторпедные маневры не помогли бы Индианаполису избежать своей горькой участи, и крейсер был бы в любом случае потоплен. Также Хасимото говорит, что атака была произведена обычными торпедами, а не пилотами-смертниками. По его словам, такое решение объяснялось нежеланием жертвовать живыми людьми без крайней на то необходимости. Многие из водителей Кайтена впоследствии даже затаили обиду на капитана за то, что тот не позволил им умереть с честью во славу императора. Еще одним спорным вопросом в деле крушения крейсера является действие служб радиоразведки. Известно, что радист корабля после первой же торпедной атаки успел послать сигнал бедствия, но ни одна из 3 американских радиостанций не среагировала. Мало того, перехваченная разведкой несколькими часами позже от подлодки Ай-58 сообщение о потоплении крупного вражеского судна также осталось проигнорированным. Так где же искать истинную причину страшной гибели нескольких сотен человек? В халатности и безответственности командира крейсера, в точности и расчетливости Матицуры Хасимото, или же в пьяном радисте, уснувшем на посту и пропустившем сигнал СОС от гибнущего судна? Ответ на этот вопрос навсегда останется тайной. А ты в свою очередь можешь написать свое мнение на этот счет в комментариях. И да, вспомни судьбу экипажа Индианаполиса, когда в следующий раз, купаясь в море, ты заметишь на горизонте серый треугольник акульего плавника. Какие только ужасы не поджидают людей в Африке. Иногда невольно начинаешь думать, что в более отдаленных от цивилизации районах невозможно выйти из дома, не встретив льва, крокодила, ну или на крайний случай какую-нибудь черную мамбу. Но жителям Бурунди не повезло вдвойне. В их и не так самой замечательной стране обосновалось существо прямиком из людских кошмаров. Если вы все еще не верите в демонов, то вот вам доказательства их существования. Самый знаменитый крокодил-людоед Густав. Огромный самец, живущий в мелководной северной части озера Танганьика. В основном он держится на территории Бурунди, но каждый раз, как за ним отправляется очередная охотничья экспедиция, перебирается в Танзанию или Конго-Заир. Благо Бурунди страна маленькая и до границы всегда недалеко. Вот уже несколько десятков лет он успешно избегает многочисленных ловушек и выработал привычку дразнить охотников, прежде чем подкрасться к ним и убить. Местные жители боятся его до такой степени, что по слухам приносят ему человеческие жертвы и молятся. Они утверждают, что Густав убил свыше 300 человек и нередко истребляет людей просто ради развлечения, оставляя тела нетронутыми. От источника к источнику число унесенных Густавом-людоедом жизней сильно варьируется. Обычно говорят о 300 жертвах, однако такие авторитетные издания, как National Geographic, тактично обходятся формулировкой несколько сотен. Оно и понятно, ведь получить объективную цифру практически невозможно.
Кроме того, поиски Густава мировыми исследователями часто были затруднены, например, из-за перемещения животного под водой. А местные жители не особо рвутся искать мифическое создание с не лучшей репутацией, от которого к тому же буквально отскакивают пули. Кроме того, людям свойственно преувеличивать, у страха глаза велики. Однако известность Густава не только как людоеда, но и как самого крупного крокодила в мире, похоже, имеет под собой основания. Разумеется, нельзя перемерить всех живущих ныне крокодилов, а кроме того, интернет пестрит всевозможными, в основном фейковыми сообщениями об очередном найденном гиганте. Тем не менее, длина самого большого крокодила, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, составляет 6 метров 17 сантиметров. Это гребнистый крокодил по кличке Лолонг. Его изловили на Филиппинах 3 сентября 2011 года как раз из-за его нападений на людей. После чего он 1,5 года провел в Бунаванском экопарке и исследовательском центре и умер 10 февраля 2013 года. Натуралист Патрис Фойе, выслеживающий Густава с 1998 года и давший крокодилу-людоеду это имя, оценивает длину дьявола Бурунди в 20 футов, то есть примерно 6 метров 10 сантиметров. Как известно, рептилии растут в течение всей жизни, поэтому Густав благодаря своему возрасту примерно 65 лет в несколько раз крупнее своих среднестатистических собратьев. Достигая огромных размеров, крокодил должен менять рацион, так как привычная пища вроде рыбы или антилоп его уже не может устраивать. Они для него слишком малы, а он для них слишком неповоротлив. Поэтому он переходит в другой раздел меню, куда входят, например, детеныши бегемота и человек. Есть, правда, и другая точка зрения на этот счет. Густав мог перейти на питание людьми из-за ожесточенных локальных конфликтов в Бурунди с огромным количеством жертв, которые впоследствии сбрасывались в реку. Проще говоря, он привык к человечине, а в силу своих размеров еще и мог себе позволить ее добывать и после окончания междоусобиц. Разумеется, убить Густава местные жители пытались, и не раз, о чем свидетельствуют шрамы и следы от пуль на теле гиганта. Но законодательством это, вообще говоря, запрещено, так как он является представителем охраняемого вида. Поэтому централизованной помощи от правительства не поступало. Таким образом, перед нами замкнутый круг. Крокодил достиг гигантских размеров, перешел на питание людьми, но сделать с этим ничего нельзя. Поэтому крокодил растет еще больше вместе со своими потребностями. Красочно описать потребности Густава можно цифрами из сообщения все того же Патриса Фойе. Он может съесть 10, а то и 15 человек. В одном из своих набегов крокодил смог осилить 17 человек, останки которых были найдены вдоль озера Танганьика. Надо сказать, что исследователи не сидели сложа руки, наблюдая за тем, как гигант методично вырезает местное население. Были предприняты попытки поймать Густава. Наиболее известным стал случай, произошедший в 2002 году с командой известного ранее натуралиста из Франции Патриса Фойе. Он вместе с командой пытался хотя бы привлечь Густава, чтобы снять гиганта при помощи камеры. Долгое время присмыкающаяся никак не реагировала на действия людей, поэтому в последний день натуралисты решили действовать наверняка. Для того, чтобы привлечь крокодила, они использовали живую козу, посадив животное в прочную металлическую клетку, которая должна была обеспечить полную безопасность живой приманки. Напротив клетки была установлена камера. Ночью из-за разразившегося ливня камера сломалась, а на утро Патрис с командой обнаружили, что прочная металлическая клетка повреждена, а коза исчезла. Похоже, той ночью у Густава был пир. Исследователи, уверенные, что рептилия просто дразнит их, были вынуждены покинуть Бурунди ни с чем. А в середине 2000-х появились слухи о гибели Густава. Правда, экспедиция National Geographic, посетившая эти места в 2008 году, информацию о смерти гигантского крокодила опровергла после того, как тот был обнаружен ее участниками. Если европейских натуралистов еще удается привлечь к поискам крокодила-людоеда, то местные жители наотрез отказываются снаряжать какие-либо экспедиции. Правда, изначально разъяренные жители, вооруженные огнестрельным оружием, отправлялись на поиски крокодила, чтобы отомстить за убитых родственников. И тогда на помощь Густаву приходил его толстый панцирь, от которого буквально отскакивали выпущенные в упор пули. Очевидцы, время от времени замечающие Густава, утверждают, что у крокодила на спине находится множество шрамов и затянувшихся ран, которые ему нанесли пули. Каждая подобная охота оканчивалась для кого-то из ловцов трагически. Густав, словно чувствуя, что люди пришли его отловить, начинал вести себя чрезвычайно осторожно, оставаясь в воде и стремительно нападая на своих жертв у самой кромки. С тех пор местные жители, перепробовавшие убить крокодила при помощи как холодного оружия, так и винтовок и автоматов и даже взрывчатки, перестали преследовать его, приняв фактически за божество.
Ходят слухи, что в некоторых африканских поселениях Густаву приносят даже человеческие жертвы, которых затем оставляют на берегу водоема, чтобы задобрить крокодила и отвести его гнев от деревни на некоторое время. А опасаться на самом деле есть чего. Африканцы утверждают, что Густав часто убивает ради убийства, оставляя на берегу тела людей, даже не использовав их в пищу. По неофициальной информации, Густав за свою жизнь убил более 1000 человек. Не стоит удивляться тому, что пресмыкающийся постоянно находит новых жертв. Местные жители, испытывая недостаток в питьевой воде, под страхом смерти вынуждены идти к берегам Танганьика, где их, затаившись, поджидает дьявол Бурунди. Временами Густаву приходится исчезать на очень длительный период, чтобы не попасться в сети охотников. И именно в этот самый период все жители близ реки Рузизи, озера Танганьика, а также соседних с Бурунди государств очень боятся. Крокодилы обходятся без еды по несколько месяцев, поэтому могут себе позволить тщательно выбирать себе добычу. Возможно, десятилетия неспокойной жизни научили Густава вести себя осторожнее при охоте и довольствоваться необходимым, несмотря на свою грозную репутацию в африканском мире. Интересно, что и среди бегемотов он заслужил уважение. Обычно не избегающие крокодилов и живущие с ними в нейтральном соседстве, при приближении Густава эти животные предпочитали удаляться на безопасное расстояние. В последний раз крокодил Густав был замечен в 2016 году в местах своего обычного обитания. По некоторым свидетельствам, он ушел вниз по течению, переехав в места поспокойнее или мигрировав из-за наводнения. В 2019 году вновь пришло известие о том, что Густав погиб, но никаких подтверждений этой информации не последовало, фотографий тоже нет. А значит, вполне возможно, что где-то в Африке, в тысячах километрах от тех мест, где животные его вида почитались как боги, Густав и сейчас продолжает свою наводящую ужас деятельность, удостовериться в которой далеко не каждому захочется. Китобойный промысел, которым жили американцы тех лет, был работой не для робких. Моряки, добывавшие дорогостоящую амбру и китовый жир, часто не возвращались домой. Если большинство китов под гнетом гарпунов испускали дух, отдавая морякам тонны своего жира, то один кашалот, которого прозвали Мочо Диком, оказался не так прост. Это было огромных размеров существо альбинос, которое было гораздо крупнее своих сородичей. Однако в один прекрасный момент на него попытались напасть китобои, и белый кит дал отпор. Он был настолько агрессивным, что разбивал целые суда. Более того, Мочо Дик был и очень проворным. Он имел невероятную способность ускользать даже от самых опытных китобоев. Конечно, его повадки с его необычной внешностью превратили кита в настоящую легенду. Китобои, которые приплывали на эти территории Тихого океана, всегда интересовались, нет ли новостей о белом кашалоте. Он вызывал одновременно страх и уважение у моряков. Всего на счету Мочо Дика было более 100 нападений, встреча с ним стала последней как минимум для 30 человек. Но самое известное столкновение, которое повлекло ужасающие последствия для моряков, произошло в 1820 году с судном Эссекс, в котором кит запустил цепочку событий, которые преодолеть может далеко не каждый. Все началось 12 августа 1819 года. Когда из гавани острова Нантакет вышло на китобойный промысел судно Эссекс. Экипаж планировал в течение последующих 2,5 лет вести промысел у западного побережья Южной Америки. Хоть Эссекс был и старым кораблем, его походы приносили прибыль, за что судно прозвали «счастливчиком». Охотиться на китов в августе 19 года отправился молодой экипаж. Капитану Джорджу Полларду было 29 лет, первому помощнику Оуэну Чейзу 23, а самым молодым членом экипажа являлся юнга Томас Никерсон, которому исполнилось всего 14 лет. Всего экипаж судна состоял из 21 человека. Проблемы начались уже через 2 дня после выхода из порта, когда Эссекс угодил в шквал. Судно сильно потрепало, но капитан принял решение идти дальше, не тратя времени на ремонт. К декабрю 1819 года Эссекс добрался до мыса Горн, где застрял на 5 недель из-за штормовой погоды. Среди команды пошли разговоры. Неприятности в начале похода являются недобрым знаком. Впрочем, капитан Поллард сумел погасить недовольство среди членов экипажа. В конце концов, Эссекс благополучно пришел в район промысла, и прежние разговоры о возможных бедствиях остались позади. Промысел шел неплохо, но ресурсы данного района явно подходили к концу.
В этот момент Эссекс повстречал другое китобойное судно, экипаж которого поведал о новой открытой области для лова, известной как Морская Земля. Капитан Поллард задумался. Указанный район располагался на юге Тихого океана, на удалении более 4500 километров от места, где они находились. Кроме того, по слухам, местные острова были населены дикарями-людоедами. В итоге капитан Эссекса решает, что игра стоит свеч и направляется к Морской Земле. Но прежде Поллард заходит в эквадорский порт Атакамес, чтобы пополнить запасы воды и провизии. Здесь с судна сбежал матрос Генри Дэвид. Однако капитана больше волновало не исчезновение матроса, а опасность остаться без продовольствия. Поэтому он принял решение также зайти на Галапагосские острова, чтобы наловить там гигантских черепах. Это была распространенная практика того времени. Черепахи могли прожить на судне без пищи и воды целый год, что превращало их в идеальный источник мясных припасов. Моряки добыли более 300 черепах, пока на острове Чарльз не произошел неприятный инцидент. Пока экипаж охотился, матрос Томас Чапел решил разжечь огонь в лесу с целью подшутить над остальными моряками. Однако как раз на это время приходился пик засухи, и вскоре огонь вышел из-под контроля, быстро окружив охотников. Экипаж с трудом прорвался к Эссексу и вынужден был срочно отплыть, а остров выгорел дотла. В ноябре 1820 года Эссекс добрался до промыслового района. Первые дни прошли неудачно. 16 ноября дно одного из вельботов с китобоями пробил кит. Моряки не пострадали, но лодка восстановлению не подлежала. На судне вновь стало расти напряжение, и теперь недовольство стали проявлять не только матросы, но и первый помощник Чейз. Несмотря на это, промысел продолжался. Утром 20 ноября 1820 года команда увидела в море фонтан и на 3 оставшихся вельботах пустилась в погоню. Лодке, которой командовал первый помощник Чейз, удалось загарпунить кита, но тот повредил вельбот, и китобоям пришлось срочно отрезать веревку гарпуна, чтобы вернуться на Эссекс для срочного ремонта. Пока Чейз был занят ремонтом, Полларду вместе с другой частью экипажа удалось загарпунить еще одного кита, который потащил вельботы от Эссекса. Те, кто оставался на корабле, вдруг обратили внимание на очень большого кита, появившегося неподалеку от корабля. Сначала он лежал неподвижно на поверхности воды головой к кораблю, а затем начал двигаться по направлению к судну, набирая скорость мелкими подныривающими движениями. Кит протаранил Эссекс и ушел под него, накреняя корабль. Затем кашалот всплыл по правому борту и расположился вдоль судна, головой к носу, а хвостом к корме. Придя в себя после первой атаки, Кит устремился во вторую, направив свою огромную голову прямо в носовую часть судна. Он проломил нос, отбросив корабль назад. Затем агрессивный Кит скрылся. Эта атака считается первым достоверно подтвержденным случаем нападения кита на китобойное судно. Эссекс был обречен. Команда в спешке принялась перегружать имущество и провизию на отремонтированный вельбот. К терпящему бедствию судну подошли 2 лодки, ранее преследовавшие кита. Капитан Поллард, увидев, что произошло, находился в крайне подавленном состоянии. Ведь отправиться в этот удаленный район было его идеей, и теперь из-за этого они оказались в катастрофическом положении. Без корабля на 3 вельботах, не предназначенных для морских переходов, в тысячах километрах от ближайших поселений. Эссекс спустя какое-то время ушел на дно. В 3 лодках оказались 20 моряков, успевших перегрузить с корабля около 270 килограмм галет, несколько черепах и 750 литров воды, а также мушкет, немного пороха, около килограмма шлюпочных гвоздей и другие инструменты. Этого было бы достаточно, если бы земля находилась поблизости, но до ближайших островов было около 2000 километров. Кроме того, среди моряков опять начались разногласия. Против намерения капитана идти к ближайшим островам выступили первый помощник Чейз и часть матросов. Они считали, что на островах есть риск попасть в руки людоедов. На сей раз Поллард не решился спорить и уступил. Было принято решение достичь побережья Южной Америки, для чего из-за особенностей ветров в этом районе необходимо было в общей сложности пройти около 5000 километров. Соорудив на своих лодках подобие мачт и парусов, а также с помощью досок подняв высоту бортов для защиты от волн, китобои отправились в путь. Провизия, находившаяся на лодках, была повреждена забортной водой, которая попадала внутрь во время сильного волнения. Пропитавшиеся соленой водой продукты все же ели, но это только усиливало жажду, что в условиях ограниченного запаса пресной воды превращалось в неразрешимую проблему.
Страдая от жажды, моряки вынуждены были постоянно ремонтировать вельботы. После месяца путешествия, измученные голодом, жаждой и палящим солнцем, китобои с Эссекса достигли необитаемого острова Хендерсон. Здесь им удалось найти источник пресной воды. Что касается пищи, то на острове были птицы, яйца и крабы. Однако всего за неделю своего пребывания 20 измученных голодом мужчин серьезно сократили запас того, что можно было бы употребить в пищу на этом клочке земли. И вновь встал вопрос, что делать дальше. Большинство решило, что оставаться нельзя и необходимо плыть. Однако 3 члена экипажа Томас Чапел, Сет Уикс и Уильям Райт приняли решение остаться на острове, полагая, что так у них будет больше шансов на спасение. Будущее показало, что эта тройка сделала не самый худший выбор. 26 декабря 1820 года 3 лодки отплыли в направлении острова Пасхи. Запасы, добытые на Хендерсоне, очень быстро подошли к концу, а нестихающий ветер гнал их мимо намеченной цели. В итоге решено было попытаться достичь острова Мас-Атьера, входящего в архипелаг Хуан Фернандес. Именно на этом острове был высажен прототип Робинзон Крузо, шотландский моряк Александр Селькирк, который прожил на нем 4 года и 4 месяца в полном одиночестве. Но достичь этого острова для экипажа Эссекса оказалось нереальной целью. Началась самая страшная часть их злоключений. 10 января 1821 года от голода и жажды умер второй помощник Мэтью Джой. Его тело зашили в мешок, сделанный из его же одежды, привязали груз и отправили на дно океана. В ночь на 12 января во время сильного шквала лодки разбросало на большое расстояние, и вельбот, где старшим был первый помощник Оуэн Чиз, отделился от других. В этой лодке помимо Чиза оставались 4. Рулевой Бенджамин, матросы Айзек и Ричард и юнга Томас Никерсон, которому на тот момент было 15 лет. 18 января, не вынеся мучений, умер Ричард Петерсон, его, как и Мэтью Джоя, похоронили в море. В начале февраля на лодке Чейза не осталось вообще никакой еды. Матросы умирали. 8 февраля не стало Айзека Коула, но на сей раз тело не выбросили за борт, Чейз предложил своим товарищам съесть умершего. Моральные мучения длились недолго, и вскоре все трое жадно поглощали человечину. На подобном питании продержались еще неделю, но затем голод снова стал терзать еще живых. Утром 18 февраля юнга Никерсон заявил, что готов умереть. Чейз и Лоуренс, однако, решили не торопить естественный процесс. Как оказалось, они не взяли еще один грех на душу совершенно правильно. Через несколько часов их подобрало британское китобойное судно «Индиан». Через неделю их доставили в чилийский порт Вальпараисо, где 3 выжившим оказали всю необходимую помощь. В оставшихся 2 лодках запасы провизии кончились, соответственно, в первой 14, а во второй 21 января. В конце января один за одним умерли 3 чернокожих матроса. Все 3 тела были съедены живыми. 28 января умер еще один чернокожий матрос Сэмюэль Рид, плывший в вельботе капитана Полларда. В следующую ночь 2 оставшиеся лодки потеряли друг друга в ночной тьме. Вельбот, в котором находились Обед Хендрикс, Джозеф Уэст и Уильям Бонд, пропал навсегда. Считается, что им так и не удалось добраться до суши. В капитанской лодке съели тело Сэмюэля Рида, но к началу февраля проблема пищи снова потребовала разрешения. В живых оставались 4: капитан Джордж Поллард и матросы Чарльз Рамсдел, Барзилай Рэй и Оуэн Коффин. 1 февраля было решено тянуть жребий, чтобы решить, кто пожертвует собой, став едой для остальных. Жребий пал на 17-летнего Оуэна Коффина, двоюродного брата капитана. Второй жребий указал, что убивать Коффина будет Чарльз Рамсдел. Коффин был застрелен из пистолета, после чего 3 моряков приступили к трапезе. Выбирать новую жертву не пришлось. 11 февраля умер Барзилай Рэй. Съев тело и этого несчастного, оставшиеся в живых капитан и матрос стали поглядывать друг на друга, прикидывая, кто же из них останется в одиночестве. Однако 23 февраля 1821 года на них наткнулось китобойное судно «Дофин». 17 марта Полларда и Рамсдела доставили в Вальпараисо. После того, как уцелевшие рассказали о 3 своих товарищах, оставшихся на острове Хендерсон, туда направился американский фрегат «Созвездие». 5 апреля 1821 года голодных, измученных, но живых людей забрали на борт американского судна. Выжившие 8 моряков вернулись в Нантакет. Жуткая история, произошедшая с ними, не изменила их образ жизни. Спустя несколько месяцев они снова вышли в море.
Встретили они Моби Дика, никто не знает, по крайней мере, если кашалот их видел, то точно не тронул. Как понятно из истории, Кит всего лишь ждал старт цепочки самоуничтожения человека в морской пучине. Без воды мы никто, только если прикормка для обитателей океана. Думал ли так Моби Дик, когда протаранил корабль? Сомневаюсь. Скорее, это был механизм защиты, который сработал на отлично. Представьте себе 13 лет ужаса, когда ночь приносит не просто тишину, а смертельную угрозу. Жители одного района Восточной Африки жили в постоянном страхе, ведь их жизнь угрожала не невидимая болезнь или война, а группа львов, ставших настоящими охотниками на людей. С 1932 по 1945 год 15 львов безжалостно убивали местных жителей, и к завершению этого кровавого периода их жертвами стали около 1500 человек. Главный участник этих событий, Джордж Рашби, родился в Англии в 1900 году. В октябре 1945 его отправили в Джомбе, чтобы справиться с проблемой львов-людоедов. По прибытии в Мбею он обнаружил, что местные егеря избегают обсуждения темы львов, что, конечно, вызвало у него обоснованные подозрения. Легенды среди аборигенов Джомбе гласили, что упоминание о людоеде может привлечь его внимание, а умирать от зубов хищника никому не хотелось. Он попытался узнать больше от местных стариков, но разговоры о львах натыкались на стену молчания. Это было табу. Правда, один из стариков упомянул, что львы обитают за рекой Рувума, куда они не ходят. Верования аборигенов, их страх и молчание сильно усложняли сбор информации о людоедах. Джордж понимал, что река и болото, скорее всего, являются естественным барьером для львов, и область поиска становится чуть более конкретной. Это облегчало задачу, но не намного. Переехав через мост на другую сторону реки, он прибыл на административную станцию Джомбе, окруженную зелеными холмами и водопадом. Место было живописным, но атмосфера внутри была мрачной. Округ жил в постоянном страхе и разваливался. Раскрыв карту местности, Вен Бен Смит показал, где орудовали львы. Ситуация была критической. Убийства начались еще в 1932 году, и конца им не видно. Никто не смог до сих пор найти и уничтожить ни одного льва. Повсюду ходят слухи о черной магии. Полиция не нашла никаких доказательств сверхъестественной причины событий. Львы утаскивали людей в заросли и съедали заживо. Джордж задал важный и непростой вопрос: сколько уже съедено львами людей? Смит указал на карту, львы охотились на территории в 2400 квадратных километров. Люди, жившие поодаль от населенных пунктов, стали собираться в деревни, спасаясь от хищников. Но точных данных не было, никто не вел учет. Лишь подчиненный вождя по имени Дзефики начал записывать нападения, и то с 1941 года. За 4 года, по его подсчетам, жертвами львов стали 230 человек. Потрясенный охотник осознал масштаб трагедии, а ведь это были данные лишь из одного племени, а в других ситуация могла быть еще хуже. Даже примерные подсчеты показали, что число погибших давно перевалило за 1500 человек. В конце беседы Смит серьезно добавил: этим следовало заняться давно. Джордж пообещал действовать незамедлительно. Охотник исследовал район, встречался с вождями и искал следы львов, но ночные поездки не давали результатов. Люди боялись. Взрослые сами не выходили на улицу и не отпускали играть детей, поселения как будто вымерли. Пастор Нортфельд, записавший 200 жертв за 2 года, рассказал Джорджу о местных суевериях, связывающих львов с черной магией. Но сам пастор считал их дьявольским явлением и предупредил охотника: когда увидите этих монстров, вы точно согласитесь со мной. Он также упомянул, что хижины для львов не являются серьезной преградой. Они легко проникали в дом через крыши и уносили людей. Один мужчина не смог спасти жену из-за осечки ружья, и ее съели львы. По разговору с вождем Джеффики, Джордж узнал, что убийства стали происходить сразу после отставки вождя и колдуна Матамулы. Люди в Джомбе считали, что львы находятся в собственности Матамулы, что это он ими управляет и держит всех в страхе. Лишь его возвращение может остановить убийство. Местные верили, что это не просто львы, а настоящие оборотни Симба-Ямту. Джордж собрал 6 лучших егерей и разделил их на 3 группы, по 2 человека в каждой. 2 закрепились на местах, 3 же активно искала следы львов. Они расставили 20 ловушек с различными приманками, от живых коз до останков людей.
но львов так и не удалось поймать. Охота была сложной, сухая земля не оставляла следов, а львы действовали небольшими группами и меняли цели каждую ночь. После 3 недель безрезультатных попыток охотнику пришлось сменить тактику. Он установил лагерь у дороги, пытаясь наладить сеть информаторов среди водителей, но это не дало результатов. Охотник ночами сидел в засадах, выкапывал ямы и стрелял в тени, надеясь попасть льва. В итоге он подстрелил дикого кабана, 2 гиен, леопарда, шакала и козу, но лев так и не стал его добычей. Стресс и разочарование накапливались. Джордж постоянно опаздывал к месту нападения, обнаруживая все больше человеческих останков. Львы, казалось, целенаправленно убивали и поедали людей, оставляя скот нетронутым. Они охотились на диких кабанов, но не ели их, будто делали это ради забавы. Наблюдение за этим необычным и жестоким поведением львов укрепляло суеверие среди местных жителей, что снижало их желание сотрудничать с охотником, усложняя его задачу. Однажды ночью Джордж остановился в деревне, где недавно произошло нападение. Молодая девушка единственная, кто решилась с ним поговорить, рассказав, что ее семья пострадала от атак хищников. Охотник вместе с ней и несколькими местными жителями отправился на поиски свежих следов. Часа через 3 они их нашли и вскоре вышли на поляну, где увидели под деревом 4 львов. Хищники не побежали, а с любопытством наблюдали за людьми. Джордж выстрелил в львицу, остальные львы, испугавшись звука выстрела, сбежали. Сосредоточив свое внимание на хищнице, он добил ее. Позже охотник показал убитого льва местным жителям, чтобы хоть так развеять мифы о сверхъестественном происхождении этих хищников и показать, что это просто животные. Скоро он получил сообщение о людоедах в районе Джумба-Мусы, где нападения происходили каждую ночь. Прибыв на место, Джордж встретился с разочарованными егерями-разведчиками, которые жаловались на отсутствие поддержки от местных. Некоторые опасались, что охота только разозлит львов. В течение 3 дней Джордж и его помощники тщетно пытались найти львов. Мужчина даже надеялся, что хищники нападут на него, чтобы получить шанс их обнаружить. На 4-й день они все-таки нашли свежие следы и наконец по ним вышли на молодого льва. Он зарычал, когда увидел людей, и 3 человека одновременно выстрелили в него. Трудно было сказать, кто из них сделал смертельный выстрел, но Джордж хотел, чтобы разведчики получили признание, поэтому сказал, что животного-людоеда убили они. Важно было показать местным жителям, что львов можно остановить. После этого он вернулся в Мбея для решения других административных дел. Прошло 1,5 месяца, прежде чем Джордж снова оказался в районе, где хозяйничали львы-людоеды. За это время один охотник за дичью все-таки успел убить льва, охранявшего Прайд. Джордж потратил 5 дней на безрезультатные поиски и решил наведаться в Джомбе за последними новостями и уточнить слухи о Матамуле, бывшем вожде и колдуне. Жители деревни поговаривали, что он пообещал отозвать своих львов, если его вернут на пост. По пути в Джомбе Джордж остановился в одной из деревень. Ситуация там была тревожной. Детей попрятали, женщины стояли в дверях, а вооруженные мужчины напряжно вглядывались в лес. Им удалось заметить льва. Охотник взял с собой несколько мужчин и отправился в путь. Несколько часов поиска дали результат. Они вышли на одинокого самца. Подойти к нему незаметно не получилось. Зверь, заметив их, сразу же атаковал. Первый выстрел прошел мимо цели, зато второй оказался удачным. Пуля попала в голову хищника. Оставшись в районе еще на 3 дня в надежде найти других львов, Джордж побывал в Джомбе и узнал, что после уничтожения 4 львов количество нападений на людей немного уменьшилось. С Венбен Смитом они обсудили слухи о Матамуле и черной магии. Смит был против восстановления Матамулы, считая, что Улайя, заменивший его, хорошо справляется со своими обязанностями. Кроме того, администрация не собиралась признавать связь львов с черной магией. Только спустя 6 месяцев Джордж смог вернуться к охоте. Пока его не было, львы убили еще 19 человек. Давление на восстановление Матамулы сохранялось. Джордж решил, что будет находиться в Джомбе до полного уничтожения хищников-людоедов. Джордж разбил лагерь с помощниками и егерями и навестил девочку, которая помогала ему ранее. Его ждало потрясение. Она погибла в лапах льва 4 дня назад. В полной решимости отомстить, охотник и разведчики начали охоту. На 3-й день они нашли след Прайда, настигли его и, применив новый план, убили 2 львов и ранили еще одного. Но тут Джорджу пришлось отлучиться, чтобы расследовать смерть мастера, затоптанного слоном, и вернуться в Мбея. Вернувшись, охотник узнал, что пока его не было, убили еще 3 львов-людоедов, доведя общее количество до 8, сократив число нападений вдвое. Он изучил карту нападений и направился на запад, надеясь там перехватить коварных хищников.
Остановившись в деревне Халали, дальше он отправился пешком, но не нашел даже следов. Вернувшись, узнал, что львы вновь атаковали, утащив и съев пожилого мужчину. Двое местных жителей, включая 16-летнего юношу с копьем, согласились помочь в поисках. Юноша оказался отличным следопытом, след привел их в густые заросли. Едва уловимый звук насторожил Джорджа. Он приказал местным оставаться позади, а сам осторожно стал на четвереньках пробираться сквозь густые заросли. Вдруг перед ним оказалась львица, пристально смотрящая на него. Она не двигалась, и Джордж немедля выстрелил ей в голову. Перезаряжаясь, едва успел заметить второго зверя, крупнее прыгнувшего на него. Только в последний момент охотник произвел выстрел. Львица упала, зарыча от боли. Пока Джордж перезаряжал ружье, один из местных сбежал, но молодой парень остался. Вдруг позади послышался тихий звук. Егерь резко обернулся и увидел большого самца, подкравшегося практически вплотную. Он не мог пошевелиться, сердце выскакивало из груди, а лев рыкнул и исчез в лесу. Успокоившись, Джордж последовал за кровавыми отметинами и нашел львицу. Она еще дышала, но уже не двигалась. Молодой помощник предложил заколоть ее копьем и отомстить за смерть отца. «Сделай это, только быстро», – разрешил Джордж. Охотник еще несколько дней искал льва, который его испугал, но безрезультатно. Продолжив путь, охотник разбил лагерь у деревни Вангингомбе, где вождь Джифики сообщил, что частота нападений значительно уменьшилась после того, как один из егерей убил еще одного льва-людоеда. Оставалось всего 2 или 3. Они теперь кружили вокруг деревни Джумбе-Муса, и очень скоро Джордж с подчиненными нашел свежие следы. Они обнаружили 2 львов, самца и самку, под деревом. Джордж застрелил крупного самца, а его люди – самку. Осматривая мертвых львов, старший егерь задумался, что могло заставить их начать нападать на людей. А еще он был уверен, что с людоедами покончено. Сообщил Венбан Смиту и вернулся к своим обязанностям. Но вскоре пришла тревожная телеграмма. «Ты ошибся, Джордж. Вчера съели женщину в деревне Матипу». Охотник пришел в ярость и приказал егерям отомстить за смерть женщины. Они убили 2 самок хищников, считавшимися людоедами. И жизнь в деревнях начала возвращаться в норму. Старший егерь был уверен, что львы истреблены. Всего было убито 22 льва, 15 людоедов, 5 подозрительных и 2 раненых. Он поехал в Вангингомбе, чтобы сообщить об этом Джифике, но хотя Джифики благодарил его, выглядел он обеспокоенным. «Мы не забудем твою помощь», – сказал Джифики, – «но люди не верят, что львы были убийцами». После ухода Венбана Смита под давлением народа Матамула вернулся на пост вождя. Все местные убеждены, что убийства теперь прекратятся. Джордж ничего не ответил, закурил трубку и отправился назад в Мбею. И действительно, в Джомбе убийства прекратились. Одна из теорий связывает это с чумой крупного скота. Построенный в 1940 году ветеринарный кордон на границе Северной Родезии, ныне Замбия, почти полностью решил эту проблему. Чума уничтожила множество зебр, гну и антилоп, что могло оставить львов без пищи. Хотя убийства людей начались в 1932 году, но уже тогда власти активно боролись с чумой. Но почему львы нападали на людей, а не на скот? Ведь его было проще поймать в таких условиях. Возможно, в моменте из-за гибели такого количества животных от чумы у хищников не оставалось выбора. А может быть, повлияли колдовские ритуалы. Мы не знаем всей правды о верованиях местных жителей, возможно, есть что-то, что остается неизвестным. Тайна, которая никогда не будет полностью раскрыта. Эта ночь была самой ужасной из всех, которые мы когда-либо видели. Хаотичные выстрелы в кромешной темноте на черном болоте, крики раненых и умирающих, раздавленных челюстями огромных рептилий, превратились в какофонию ада, которая редко происходит на земле. На рассвете прилетели стервятники, чтобы убрать то, что оставили крокодилы. Из более чем 1000 японских солдат, ушедших на болото Рамри, только около 20 выжили и были взяты в плен. Именно так описывал ужасное событие ночи участник битвы Брюс Стэнли Райт. Эта история произошла зимой 1945 года, когда японские союзники Гитлера еще проводили контрнаступление на всех стратегических позициях, включая Юго-Западный фронт. Его ключевым территориальным звеном была дальнобойная артиллерийская база на возвышенности Юхан. Именно оттуда совершались наиболее удачные атаки на английские десантные суда.
Когда объект был раскрыт англо-американской военной разведкой, его уничтожение было обозначено среди 5 наиболее приоритетных задач для 7-й оперативно-десантной эскадры Королевских ВМС Великобритании. Для защиты базы японское командование отправило на остров лучшее спецподразделение армии – диверсионный корпус номер 1, считавшийся непревзойденным для отражения атак мобильной пехоты. Командир английского десантного батальона Эндрю Уайрет оказался очень хитрым и находчивым офицером. Он послал разведгруппу вглубь острова, где были труднопроходимые мангровые болота, и узнав, что они просто кишат огромными гребнистыми крокодилами, принял решение во что бы то ни стало заманить туда неприятельский отряд. Обмундирование и вооружение ВМС Англии не было предназначено для прохождения болот, в отличие от японцев, которые оснащены специальными костюмами и приличным арсеналом холодного оружия. И подобное решение могло привести к краху, но командир был уверен и не отступал от своего плана, ответив одному из солдат в полушутливом стиле: «Доверься мне и будешь жить». Расчет был потрясающим по своей тактической проработке. После того, как путем позиционных боев японский отряд был выведен в самую глубь болота, чему, кстати, японские офицеры только и обрадовались, думая, что здесь они получат преимущество, Уайрет приказал постепенно отступать к береговой линии, в конечном итоге оставив на передовой лишь небольшой отряд под прикрытием артиллерии. Через несколько минут наблюдавшие в бинокль английские офицеры стали свидетелями странного представления. Несмотря на временное затишье в атаках, японские солдаты один за другим стали падать в мутную болотную жижу. Японцам очень не повезло попасть в западню мангровых болот. Там темно и днем, и ночью акры густого непроходимого леса, много миллионов глубокой черной грязи, комаров, скорпионов, мух и миллиард неизвестных насекомых. И что хуже всего – крокодилов. Вскоре японский отряд вовсе перестал оказывать сопротивление своим военным противникам. Еще стоявшие на ногах бойцы подбегали к упавшим и пытались их откуда-то вытащить. Затем тоже падали и впадали в такие же эпилептические судороги. Эндрю приказал отступить авангарскому отряду, хотя встретил возражения коллег-офицеров, мол, надо же добивать гадов. Следующие 2 часа англичане, находясь на холме, спокойно наблюдали, как стремительно тает мощная, отлично вооруженная японская армия. В результате лучший диверсионный полк, состоявший из 1215 отборных опытных солдат, неоднократно побеждавших значительно превосходящие силы противника, за что в свое время были врагами прозваны как «Смерч», был заживо сожран крокодилами. Оставшиеся 20 солдат, сумевшие убежать из смертельных западней челюстей, были благополучно схвачены в плен англичанами. Книга канадского натуралиста Брюса Стэнли Райта, очевидца событий бывшего солдата британской армии, до сих пор вызывает горячие споры. Есть ученые, подтверждающие изложенные факты, но есть и те, кто их оспаривает. Швейцарский биолог Шарль Альберт Вальтер Гугесберг говорил, что большинство японцев погибло в зубах крокодилов и лишь некоторые погибли от огнестрельных ран. Ассоциация участников боевых действий также подтверждает все, что написано канадским натуралистом. А издатели книги рекордов Гиннесса взяли информацию из книги Стэнли Райта как основу для утверждения факта гибели наибольшего количества людей от атаки животных. Уважаемый британский историк Фрэнсис Джеймс Маклин в своей книге «Бирманская кампания от разгрома к триумфу» скептически отзывается о ситуации с крокодилами. Он небезосновательно отмечает, что такое количество крокодилов, которое описывают очевидцы, просто не выживет в мангровых болотах по причине голода. Если эти самые тысячи крокодилов были вовлечены в резню, как в каком-то городском мифе, каким образом эти свирепые монстры выживали здесь раньше? И как они выживут после этого нападения? Экосистема мангровых болот скудна на крупных млекопитающих и просто бы не позволила существовать такому количеству огромных ящеров до прихода японцев. Животные, если что, не исключение из законов перенаселения и голода. Замечу, что по специфике питания крокодилы не обязательно съедают жертву, а прячут несъеденные остатки добычи про запас. Кроме этого, съедают они за один раз довольно много, до 23% от своего веса, что при весе 300 кг составляет 69 кг. То есть один взрослый крокодил спокойно может съесть одного человека и еще нескольких убить про запас. При этом известно, что крокодилы могут обходиться без пищи до года, поэтому нет ничего удивительного в том, что около 200 крокодилов истребили 500-600 солдат. Конечно, 1000 крокодилов – это фантастическое число, но солдаты не считали рептилий. Эта цифра более чем субъективная, навеянная ужасами мангровых болот. Большой вклад в прояснение истории внес ученый Стивен Платт. Ему удалось отыскать реальных очевидцев событий.
Им на 2000 год было от 67 до 86 лет, и они были в том месте и видели произошедшее в тот день собственными глазами. Большинство из них утверждает, крокодилы действительно нападали на людей, но погибло от их клыков не более трети японцев. Большинство же умерли от болезней, дизентерии, малярии и другие инфекции, голода, обезвоживания, укусов ядовитых насекомых, змей, а часть солдат и вовсе были застрелены. В процессе изучения документальных источников напрашивается вывод о сильном преувеличении роли крокодила в смерти отряда из 1000 японских солдат. В своем докладе «Крокодилы-людоеды. Нападения на острове Рамри» авторы отмечают отсутствие достаточного количества доказательств по данной теме. Эксперты вообще сомневаются, был ли канадский натуралист Стэнли Райт лично на месте трагедии в тот промежуток времени или все же написал книгу по рассказам местных жителей. Так до сих пор и не ясно, является ли трагедия с крокодилами мифом Второй мировой войны или же это реальные события. Очевидно, правда где-то посередине. Гребнистый крокодил до сих пор считается самым опасным и самым агрессивным хищником на планете Земля. У берегов Австралии именно от нападения гребнистых крокодилов гибнет больше людей, чем от нападения большой белой акулы, которая по ошибке в народе считается наиболее опасным животным. Этот вид рептилий обладает сильнейшим укусом в животном мире, крупные особи могут кусать силой свыше 2500 кг. В одном случае, зафиксированном в Индонезии, суфольский жеребец весом в тонну и способный тягать свыше 2000 кг был убит крупным самцом морского гребнистого крокодила, который затащил жертву в воду и свернул коню шею. Сила его челюстей такова, что он способен за несколько секунд раздробить им череп буйволу или панцирь морской черепахи. Нет хищника страшнее, чем человек. Это выражение плотно устоялось в лексиконе, несмотря на смену веков и поколений. Но может ли человек противостоять животной силе в те моменты, когда наступает расплата? Панарский людоед. Совсем не мистическое существо, история которого заставляет содрогаться весь мир уже второе столетие. История, которая призвана научить уважительно относиться к дикой природе и взвешивать свои силы, прежде чем выходить на арену с хищником. Серфинг на информационных волнах дает крайне мало информации о панарском леопарде. Этому есть несколько причин. Первая и, пожалуй, самая существенная – срок давности. Хищник-людоед орудовал в индийской провинции Алмара в начале 20 века. Точная дата его дебюта доподлинно неизвестна, но знаменитый охотник Джим Корбет, о котором мы еще поговорим дальше, впервые услышал о леопарде-убийце в 1907 году. Также пробелы в этой истории появились из-за отдаленности мест, в которых охотился панарский леопард. Алмара состояла из небольших малолюдных деревень, разбросанных в джунглях. Например, в дневниках Корбета, который он вел во время своей работы, есть история о семейной паре, столкнувшейся с жестокостью хищника. Когда я стал подходить к дому, мне навстречу вышел молодой мужчина не старше 22 лет. По его лицу было понятно, что произошло что-то ужасное, и мои предположения оказались верны. Ночью, когда индиец и его молодая жена легли спать в своей единственной комнате, в открытую дверь вошел леопард-людоед. Он схватил женщину за горло и поволок к выходу, но мужу удалось отбить девушку и захлопнуть дверь. Остаток ночи парень провел в страхе и страданиях, на полу от полученных ран стонала его жена, а за дверью упрямый хищник пытался проникнуть внутрь, чтобы вернуть добычу. Так охотник описывал встречу с одной из жертв. В тот день Корбет остался ночевать под домом молодой пары. Бежать в ближайшую населенную деревню за помощью было бессмысленно. Опытный взгляд, брошенный на женщину, подтверждал, что спасти ее не удастся. Во время нападения леопард оставил не только следы клыков на ее шее, но и глубокие рытвины от когтей на груди. Усугубляли травму жара и огромное количество мух. За несколько часов в ранах развилось заражение, и ни один местный фельдшер не смог бы повернуть процесс вспять. Корбет признавался, что несмотря на многолетний опыт, ту ночь он запомнил навсегда, как самую долгую и ужасную. Расположившись под крыльцом, охотник был уверен, что леопард наблюдает за ним из кустов, на которые указал хозяин дома. Но ни с наступлением ночи, ни с появлением теней, которые отбрасывали деревья под лунным светом, хищник не появился. Оставаться надольше Корбет не стал. Было очевидно, что леопард-людоед ушел. Охотник решил вернуться в Дол, который находился в 8 милях от места ночевки. Но свою команду он встретил гораздо раньше. Встревоженные его долгим отсутствием, люди Корбета отправились на его поиски. С того же места охотник отправил дорожного служащего с письмом для комиссара Стифа.
В нем Корбет просил оказать помощь раненой женщине. К сожалению, услуги фельдшера уже не пригодились. Женщина пополнила многочисленный список жертв панарского леопарда. Встреча с дорожным служащим немного прояснила ситуацию. Корбет выяснил, что леопард-убийца совершил новое нападение возле древнего храма Девадахуры. Именно туда направился охотник и его команда в следующий момент. Корбет встретился со священнослужителем, чтобы выяснить, сможет ли леопард получить защиту в его храме. Незадолго до этой миссии охотник также был приглашен в Непал для поимки тигрицы-людоеда, держащей в страхе всю провинцию Чампавата. Тогда какая-то мистическая сила помогла хищнице прятаться в строении храма, но на этот раз священник убедил Джима, что подобное невозможно. Кроме того, служитель обещал молиться за успешную ликвидацию монстра, уничтожившего сотни людей. К сожалению, охота была лишь своеобразным хобби Джима Корбета. Его основным местом работы была железная дорога, на которой он отвечал за отправку грузов в разные точки. И обстоятельства сложились так, что именно в этот момент единственного спасителя Алмара вызвали на службу, что вынудило его отложить поиски хищника, тем самым оставив население на учинение зверя. Во время своего отсутствия Джим Корбет не прекращал разработку плана по уничтожению леопарда. В первую очередь ему удалось составить примерный портрет того, на кого он охотится. Никто из местных не мог точно описать хищника, так как нападал он обычно ночью, и страх стирал у свидетелей подробности встречи. Собранные по крупицам данные говорили о том, что панарский леопард крупный, немолодой самец. Он был опытен, хитер и отлично ориентировался как в джунглях, так и в населенных пунктах. С каждым нападением наглость людоеда росла. Сперва его жертвами были те, кто забрел в чащу лесов, но с каждым разом леопард подходил все ближе и ближе к деревне. В итоге последние нападения происходили уже в домах, как в случае с недавними знакомыми Корбета. В общем, Джим оказался точен в своих предположениях, но все же в одном он ошибался. По версии охотника, леопард был совершенно здоров, а жажда людской плоти проснулась в нем из-за эпидемии холеры, которая накрыла Индию в конце 19 века. Ослабленные жители, тела погибших, Корбет был уверен, что именно это стало причиной агрессии хищника. То, что эта версия ошибочна, Джим Корбет поймет немного позже, и мы обязательно об этом поговорим. А пока охотник занимался своими профессиональными обязанностями, в то время как Алмара продолжала дрожать от страха. Нападения участились, и леопард-людоед становился все более изобретательным и смелым. Корбет покинул провинцию в апреле 1910 года. Возобновить охоту на зверя он смог только в сентябре. К этому моменту число жертв значительно увеличилось, но нельзя сказать, что правительство придавало это большой огласке. В отличие от своего единомышленника, другого леопарда-убийцы, который 8 годами позже атаковал индийский округ Рудопрояг, панарский леопард не был столь популярен. В своих дневниках Корбет уделил этому особое внимание и объяснял охотник это разницей в местах обитания. Леопард из Рудопрояга уничтожил гораздо меньше людей, но охотился он преимущественно на тропах паломников. Ежегодно более 60 тысяч человек разных сословий рисковали стать добычей хищника. Понимая, что это может нанести серьезный урон репутации и экономике страны, власти среагировали гораздо быстрее и придали событию большую значимость, нежели зверствам панарского леопарда. А все потому, что охотился он в отдаленных деревнях, и его жертвами были в основном обычные бедняки. По возвращении в Алмару Джим Корбет стал готовиться к новой попытке выследить и уничтожить леопарда. 10 сентября на рассвете охотник и его немногочисленная команда вышли в поход, который был рассчитан на 28 миль, чуть больше 45 километров через густые джунгли. Усложняла условия путников погода. С первого дня небеса не стеснялись поливать их дождем, делая миссию невыполнимой. Как только компания добралась до первого населенного пункта, им пришлось сделать остановку, чтобы немного передохнуть и высушить одежду. В доме гостеприимного местного жителя охотники получили приют и встретили каменщика Панва. Несколько месяцев мужчина уже не видел свою семью, опасаясь идти в одиночестве домой через джунгли. И сейчас он попросил Корбета взять его с собой, чтобы добраться в долину Панар в относительной безопасности. Корбет с радостью согласился взять каменщика. В первую очередь потому, что Панва вырос в этой местности, он хорошо знал джунгли и мог построить самый удобный маршрут. Мужчины потратили несколько дней на обход близлежащих деревень, чтобы опросить местных жителей и хотя бы примерно понимать, где сейчас обитает леопард-убийца.
Первые новости команда получила только на 4-й день. Староста одной из деревень рассказал, что совсем недавно в соседнем поселении произошло новое нападение. Очередная загвоздка заключалась в том, что деревня Санауле, в которой была съедена 16-летняя девушка, располагалась на другом берегу реки Панган. Но, как мы помним, несколько дней округ заливали дожди, и естественно, что река разлилась и стала непреодолимым препятствием. Корбеттом было принято решение остаться на ночь в деревне, чтобы уже утром начать поиски переправы. Тем более, что староста пообещал охотникам проводника, который сможет им в этом помочь. Команду расположили на ночевку в одном из пустующих домов, но утром Корбетт пожалел о своей недальновидности. Гостей разбудил пожилой мужчина, страдающий проказой. Охотник, исколесивший Индию вдоль и поперек, впервые столкнулся с такой безалаберностью. Его поразило то, что никто из местных, включая старосту, не предупредил визитеров о том, что комната для ночлега принадлежит прокаженному. Вот как Корбетт описывал инцидент в своей книге. Мне часто приходилось бывать в Кумаоне, и я всегда боялся заразиться проказой, но никогда не испытывал такого страха перед этой болезнью, как после ночи, проведенной в комнате этого бедняги. У первого же ручья я велел остановиться, слуга приготовил мне завтрак, и мои люди тоже поели. Затем я попросил их выстирать подстилку и разложить на солнце постельные принадлежности, а сам достал кусок карболового мыла и спустился к небольшому водоему, окруженному высокими скалами. Сняв с себя всю одежду, я выстирал ее и разложил на камнях. Оставшимся мылом я помылся с таким усердием, с каким не мылся никогда прежде. Через 2 часа, испытывая волчий аппетит, я вернулся к месту стоянки. Одежда после суровой обработки коробилась, зато я снова почувствовал себя чистым. Очевидно, что группа покинула деревню очень быстро. Несмотря на такой деликатный уход, староста, как и обещал, выделил охотникам проводника, который должен был перевести их через реку. Джим описывал гида как невысокого коренастого мужчину, который был крайне немногословен. Проводник коротко сообщил, что их ждет несложный путь по пологой местности, но спустя несколько часов всем стало ясно, что гид или ошибся, или просто соврал. Группе пришлось подниматься на крутой холм, покрытый рыхлым гравием. Непростой маршрут, полуденное солнце и колючие заросли сделали свое дело. Силы стали покидать охотников раньше, чем они могли предположить. Особенно сильно свое недовольство проявлял каменщик Панва. Сверток с подарками для семьи и тяжелое пальто, которое они с собой, стали слишком неподъемной ношей. В какой-то момент между каменщиком и проводником даже случился конфликт. Панва вручил часть своих вещей гиду, ссылаясь на то, что он завел их в чащу, которую можно было обойти. Во второй половине дня группа вышла к реке. Корбетт был недоволен местом, к которому их привел гид. Река там достигала приличной глубины, и скорость течения была слишком быстрой. Но проводник стоял на своем. Он уверил компанию, что это самое безопасное место для перехода. В любом случае, времени для спора уже не оставалось. Взявшись за руки, путешественники вошли в воду, чтобы переправиться на другой берег. Корбетту и Панва вода доходила практически до бедер, в то время как низкорослому проводнику по грудь. Несмотря на это, он отказался держаться в сцепке с остальными, но излишняя самоуверенность сыграла с гидом злую шутку. Он поскользнулся, и река понесла его вниз по течению. Спасать аборигена бросился каменщик Панва. Пробежав вдоль реки к тому месту, где течение превращалось в бурлящий водоворот, индиец лег на мокрый выступ скалы и схватил за волосы проплывающего мимо гида. Команде удалось избежать трагедии, но на этом этапе им пришлось расходиться. Деревня Панва находилась совсем недалеко, и он ушел, забрав с собой проводника. Корбетт и его люди остались на берегу, приняв решение передохнуть и продолжить движение уже на рассвете. Следующий день не принес группе ни происшествий, ни новостей. До темноты охотники двигались вперед в поисках поселения Санаули, в котором леопард был замечен в последний раз. Разбивать ночлег пришлось под открытым небом, и Джим отмечал, что впервые он чувствовал себя настолько уязвимым. По большому счету, компания находилась в самом центре владения людоеда, и он мог напасть на них в любой момент. Поселение Санаули показалось только к полудню следующего дня. Жители деревни не скрывали свою радость от прихода охотников, которые пришли, чтобы освободить их от монстра. Не теряя времени, Корбетт стал опрашивать местных жителей и выяснил, что в период с середины августа по середину сентября леопард-убийца уничтожил уже 4 человек из этой и близлежащих деревень. Местные утверждали, что всех своих жертв леопард оттаскивал в кустарник неподалеку, а это значит, что он может находиться там до сих пор. Это подтверждал и тот факт, что последнее нападение произошло совсем недавно, всего 6 дней назад.
Корбет принял решение ловить хищника на живца. Он купил в деревне 2 козлят, которые должны были выступить приманкой. В ту же ночь Джим привязал одного из козлят у кустарника, на который указывали аборигены. Он не стал устраивать засаду, важно было сперва проверить, точно ли хищник находится в этих местах. К тому же оставаться рядом с приманкой было очень рискованно. Поблизости не было больших деревень, и тучи снова обещали проливной дождь. Второй козленок был привязан рядом с деревней. Не то чтобы на него делалась какая-то ставка, но Корбет надеялся, что если хищник все же придет, приманка поможет отвлечь его от человеческой плоти. Утром, осматривая территорию, Джим обнаружил, что леопард действительно приходил. Козленок, привязанный возле деревни, исчез. След, который оставила добыча, был смыт дождем, но было очевидно, что местные не ошиблись. Утащить тушу хищник мог только в густой кустарник. Весь день был потрачен на подготовку плана и изучение территории. Корбет сразу отверг идею о том, что выгнать хищника на открытое место и там уничтожить это было слишком опасно для загонщиков. Оставалась только засада. Отложить план пришлось еще на сутки. Охотника подкосил приступ малярии, и ему пришлось отлеживаться в деревне до следующего вечера. Но каждая минута повышала опасность быть съеденными, и как только самочувствие немного улучшилось, Корбет отправился на охоту. В качестве места для засады охотник выбрал единственный дуб. Его сучья были полыми и подгнившими, но другого варианта Корбет не видел. Козленка привязали примерно в 30 метрах от дуба, и к наступлению темноты все приготовления были закончены. Роль осведомителей на себя взяли лесные птицы. Прислушиваясь к их испуганным крикам, охотник мог ориентироваться, откуда появился леопард. Примерно в полночь хищник действительно появился, но интересовал его не козленок, а сидевший на дереве Корбет. Охотник почувствовал, как кто-то пытается забраться на дерево, и мысленно поблагодарил свою предусмотрительность и помощь деревенских жителей. Они обвязали ствол тростником, который не давал огромной кошке подняться. Какое-то время леопард пытался вырвать ветки, но устав, он бросился к козленку. Его оборвавшееся блеяние было единственным маяком в непроглядной темноте, и Корбет выпустил картечь, надеясь попасть в цель. Раздалось рычание, но скоро все стихло, и, вооружившись факелами, помощники охотника пришли на то место, чтобы помочь ему спуститься с дерева. Что случилось с леопардом, было неясно. Джим принял решение идти на поиски утром, но аборигены, уверенные в том, что он не мог пережить картечь, уговорили охотника осмотреть территорию сразу. Пройдя несколько метров, группа сперва услышала гневное рычание, а через минуту увидела леопарда-людоеда. Он выскочил из кустов и встал напротив охотников. Трудно представить ужас, который они пережили в этот момент, но факт таков. Смельчаки, которые минуту назад убедили Корбета обойти территорию, сейчас бросили его в одиночестве, убегая вместе с факелами. Пользуясь тем, что какие-то лучины упали на землю и давали хотя бы немного света, Джим поторопился нажать на курок. Когда испуганные помощники вернулись, Джим Корбет отправил их за бамбуковым шестом и веревкой. Вот ты где, старина. Туша леопарда-людоеда была доставлена в деревню, и наконец жители Санаули и других деревень провинции Алмара смогли спать спокойно. Так что же превратило прекрасного и грациозного леопарда в монстра-людоеда? Осматривая добычу, Корбет увидел, что челюсти леопарда повреждены. Скорее всего, в пору своей юности он стал жертвой браконьеров и получил серьезное ранение. Травма не позволяла леопарду полноценно охотиться на быстрых сильных животных, и, пользуясь эпидемией холеры, он нашел более слабых и беззащитных жертв – людей. Около 5 лет панарский леопард держал в страхе огромные территории. Его жертвами стали более 400 человек. Сколько еще скончалось от полученных травм, заражения и пережитого стресса после встречи с хищником, навсегда останется загадкой. Любому человеку при слове «акула» воображение рисует образ безжалостного и сильного морского монстра с зубастой пастью и злыми стеклянными глазами, в которых видна лишь одержимость к удовлетворению чувства голода. И не зря, ведь событие, которое произошло в штате Нью-Джерси, полностью отражает наше представление об этом символе ужаса. Всего за 12 дней они растерзали 4 человек, и лишь одному удалось спастись.
Обычно акулы так далеко на север не заплывают, а крутятся у теплых штатов вроде Флориды. А если и заплывают, то ведут себя вяло, и потому нападения случаются крайне редко и, как правило, приводят лишь к незначительным травмам. Однако в июле 1916 года акулы словно сошли с ума и жаждали человеческого мяса. Для штата Нью-Джерси это до сих пор остается самое кровожадное акулье событие за все время. Причем никто даже не знал, к какому они вообще виду относились. И были ли это несколько акул, одна конкретная психованная акула или вообще существа, лишь очень похожие на них внешне. В то лето на пляже Бич-Хейвен в Нью-Джерси было полно народу, которые пришли сюда отдохнуть от рабочего стресса, от паники из-за надвигающейся эпидемии и пугающих новостей о сражениях мировой войны. 1 июля молодой студент Чарльз Вансон с наслаждением плавал недалеко от берега и вдруг начал громко кричать. Сначала его друзья подумали, что он зовет к себе свою собаку, но вскоре стало ясно, что он кричит от страха. А когда к Вансенту подплыл спасатель, он увидел, что вода красная от крови, а ноги парня искусаны крупной акулой, плавающей рядом. Спасателю удалось вытянуть Чарльза из воды, но на берегу выяснилось, что раны парня были куда серьезнее, чем казалось изначально. С одной ноги почти полностью было снято все мясо. Вскоре Вансент скончался от потери крови. Несмотря на эту трагедию, пляж не закрыли. Инцидент не вызвал особого резонанса у общественности и СМИ. Не закрыли его и тогда, когда спустя пару дней лодочник сообщил о наблюдении очень большой акулы в районе пляжа. Но через 5 дней после нападения на Вансента трагедия повторилась вновь, только уже на пляже в соседнем городке Спринг-Лейк. 27-летний швейцарец Чарльз Брудер плавал на расстоянии около 100 метров от берега, когда на него что-то напало и нанесло ряд сильных укусов за живот и ноги. От этих укусов ноги Брудера были полностью перекушены, и вода вокруг него окрасилась в красный от крови. Все было в точности как с Вансентом. На тело Брудера наткнулись случайно, и он тогда еще был жив. Спасателю удалось вытащить мужчину на берег, но он вскоре также умер от потери крови. По словам очевидцев, женщины, которые видели изувеченное тело Брудера, падали от шока в обморок. Только сейчас власти всполошились и призвали расставить ограду из сетки вокруг плавательных областей пляжа. Паника нарастала очень быстро, особенно когда местные историки заявили, что никогда такого не было. Чтобы 2 похожих трагических нападения акул произошли в местах, близких друг к другу, и всего с разницей в несколько дней. В те времена даже ученые считали, что акулы не представляют серьезной угрозы человеку в воде. Да и имели место случаи, когда эти хищницы кусали купальщиков и даже убивали людей, если верить рассказам бывалых мореплавателей. Но это случалось скорее каким-то досадным недоразумением, исключением из нормы в поведении акул. Возможно, где-нибудь в жарких странах, возможно, как-нибудь иначе, но не в умеренных широтах и уж тем более не в Штатах, каждый житель которых был уверен, что вся флора и фауна планеты вращается вокруг определенной оси, расположенной в границах США. Полагалось, что акула может укусить рыбака, снимающего ее с крючка или вынимающего из сетей. Поедать трупы утопленников, этим объяснялись факты нахождения человеческих останков в желудках акул. Но напасть на живого человека в воде, еще и в Нью-Джерси, точно нет. Рыбаки начали прицельно охотиться на всех увиденных в этих водах акул, и даже удалось поймать несколько, после чего кто-то заявил, что теперь нападений больше быть не должно. Однако акулы-людоеды или одна акула-людоед двигалась дальше на север и доплыла до ручья Матаван-Крик в штате Нью-Джерси. В этих местах акул вообще не видели никогда и читали в газетах про нападение акул в Нью-Джерси как хроники про нападение на людей-тигров в Индии. Ручей хоть и был связан с Атлантическим океаном через бухту, но был очень далеко от него. Но 12 июня тут произошли сразу 3 нападения акул. И была ли это стая акул или акула-одиночка, не до конца ясно. Но что точно, это были уникальные и очень кровожадные создания. Создавалось впечатление, что они намеренно охотились за людьми и следовали определенному маршруту. Около 14:00 местные мальчики купались недалеко от берега у пристани Уайков и увидели в воде черный треугольный плавник. Они испугались, предположив, что это была акула, и поплыли к берегу, но одному из них все-таки не повезло. 11-летний Лестер Стилвелл почти добрался до берега, когда акула схватила его за ноги и уволокла на глубину. Напуганные дети в панике побежали в город, пока на их пути не встретился 24-летний Уотсон Стэнли Фишер.
Вместе с другими добровольцами он не побоялся войти в воду для поиска Лестера, но когда они нашли тело мальчика и волокли его к берегу, на самого Фишера накинулась акула и как хирургическим ножом срезала мясо с руки. В страхе мужчины бросили тело Лестера и занялись Фишером, но едва его успели привезти в больницу, он истек кровью и умер. На часах в тот момент было 17:30. 14 июля тело Лестера с ранами от зубов акулы нашли недалеко от пристани Уайков. Акулам, похоже, было важнее просто убить его, чем съесть, так как найденное тело мальчика они почти не тронули. Спустя полчаса после нападения на Фишера акула наткнулась на 14-летнего Джозефа Дана, который купался в километре от пристани Уайков. Акула цапнула его за левую ногу, но брат и друг успели вытащить мальчика на берег, и он единственным из пострадавших от психованной акулы остался жив. То, что эта акула или акулы были необычными, можно хорошо отследить как раз по нападениям 12 июля. Сначала они просто убивают мальчика, ничуть не поедая его тело, потом нападают на одного мужчину, не трогая остальных мужчин в той же группе. После словно понимает, что у пристани делать больше нечего и быстро плывет дальше на север, где через полчаса и 800 метров нападает на еще одного ребенка. Это не голод, это словно нападение ради развлечения. Когда все эти события попали в местную прессу, паника началась невыразимая. Люди словно понимали, что все эти нападения какая-то аномалия. Это как если бы в современный Нью-Йорк прорвалась стая волков и ради развлечения бегала по улицам и кусала лишь определенных людей. Рыбаки восточного побережья стали истреблять всех акул, которых они видели, и за короткий промежуток было убито около сотни акул. Однако ни одна из них не была поймана в ручье Матаван или в его окрестностях. Тем не менее, нападения акул прекратились как по волшебству, и больше тут никогда подобного не случалось. Но оставался один вопрос, который тревожил все прибрежное население. Что это было за морское существо? Вполне естественно, ученые захотели определить, какой вид акул нанес кровную обиду человечеству жестокими нападениями на людей у побережья Нью-Джерси. Свидетели первого нападения акулы в Бич-Хейвен утверждали, что акула была около 3 метров в длину. По описаниям внешности хищницы специалисты предположили, что нападение совершила песчаная акула или песчаный тигр. Местные рыбаки ежедневно докладывали о поимке крупных акул, преимущественно песчаных или синих, во время объявления тотальной войны хищницам. 14 июля поступила информация о поимке акулы длиной около 2 метров 30 сантиметров. В ее желудке обнаружили непереваренные останки животного происхождения, предположительно человеческие. Это была молодая белая акула. Рыбаки выставили тело акулы как экспонат для любопытных в витрине одного из магазинов, и любой мог поглазеть на людоеда за небольшую плату. Затем тело акулы выкинули. Сохранилась лишь единственная фотография этой хищницы, которая вскоре обошла печатные СМИ. Доказательства того, что именно эта хищница была виновата в серии жестоких убийств, нет, но после ее поимки нападения на людей прекратились. Прошло уже много десятилетий после мрачных нью-джерских событий 1916 года, но споры ученых и специалистов продолжаются по сей день. Время стерло многие обстоятельства и улики, на основании которых нынешнее поколение ученых могло бы уточнить ответы на волнующие общественность вопросы. Поэтому никто и никогда не узнает, какая же акула или акулы принесли в те дни столько горя человечеству. А что ты думаешь по этому поводу? Кто виноват в сложившейся ситуации? Люди, что не среагировали вовремя и не предприняли меры, или все же акулы, действия которых было невозможно остановить? Пиши в комментариях. Если жизнь и рассудок дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот. Детская страшилка? Для нас да, а вот для жителей английской глубинки рассказы о кровожадных диких животных были суровой реальностью. Страшилище на 4 ногах, черное, а глазища горят огромные, как блюдца. Этого зверя в Норфолке называли черный пес, в Сомерсете большая собака, в Ирландии леший пука. Его описывали как пуму, гепарда, пантеру, львицу или рысь. Рассказывали, что этот зверь рыщет в ночи, изрыгая серный пар, вспыхивает при исчезновении, а те, мимо кого он пробегает, падают замертво. Первое современное появление чудовища, впоследствии названного суринамской пумой, зафиксировано в заметках, датируемых 1962 годом. Увиденное существо описывали как гепардовидную большую кошку с загнутым хвостом.
4 сентября 1964 года человек, собиравший черную смородину в Мэнстеде, Суррей, увидел существо около 1,5 метра длиной, не считая длинного хвоста, шерстью коричневато-золотистого оттенка и головой, напоминавшей кошачью. На спине животного можно было явственно различить темную полосу. Позднее в Мэнстон-Коммон на песчаной почве были обнаружены большие следы животного. Они тянулись примерно полмили и затем обрывались у высокой изгороди, за которой начинались кусты. По-видимому, зверь перепрыгнул через нее и скрылся в зарослях. 23 и 24 сентября принесли новые известия из Суррея. В лесу была найдена задранная косуля со сломанной шеей и глубокими царапинами на теле, которые могли оставить лишь когти большого хищника. Неподалеку обнаружили тёлку, еще живую, но истекавшую кровью, сочившейся из множественных ран на теле, оставленных когтями хищного животного. На следующий день водитель машины увидел зверя на дороге возле Дансфолда и решил, что это пума. В октябре известия о пуме пришли из соседнего Сассекса. Женщина, выгуливающая своих собак в лесу, так описала встретившееся ей животное корреспонденту местной газеты. Зверь достигал 1,5 метра в длину, мех у него золотисто-коричневатый. Мои собаки загнали его в подлесок, откуда послышались в ответ на их лай хрип и визг. В районе встречи были вскоре обнаружены отпечатки лап крупного хищника. В том же месяце местный лесник безуспешно пытался подстрелить черного с узенькими глазами зверя. Такое же животное, пуму, увидел и другой лесник в тех же местах Южной Англии. Следом за этим было получено еще несколько сообщений о встречах с нею из Крондала, на границе графств Суррей и Хэмпшир. Лондонская Evening News писала об этих участившихся встречах с пумой 24 и 28 октября того же года. Следующими свидетелями стали 2 полицейских. Их пума разгуливала по церковному двору в Стоук-Поджес, возле памятника Томасу Грею, написавшему там свою знаменитую элегию. Этот случай описан в лондонском Обсервере за 20 ноября. К январю 1965 года суррейская полиция получила уже такое количество сообщений о пуме, что решила опубликовать предостережение об опасности, которое влечет за собой прогулка по Хартфорд-Коммон, где, как полагали в то время, таинственный зверь предпочитал обитать зимой. Встречи продолжались, и 5 июля 1966 года лондонская Таймс поместила сообщение из Уорлспендена, графства Суррей, о том, что накануне несколько полицейских и других свидетелей наблюдали с расстояния около 100 метров, как рыжевато-коричневая размером с Ньюфаундленда пума с кошачьей мордой и длинным хвостом, заканчивавшимся белой кисточкой, подкралась и убила кролика. Вся сцена продолжалась 20 минут. 14 августа фотография пумы была опубликована в лондонской газете People. Эксперты, не присутствовавшие при съемке, удобно расположившись в своих креслах, заключили, что перед ними собака, лиса или дикая кошка. На что полицейский инспектор Эрик Борн, один из свидетелей, возразил и сказал, что еще в состоянии отличить собаку и лису от пумы. Феномен суррейской пумы не разгадан и до сих пор. Еще в 1975 году пумы видели несколько раз в период между 6 и 9 мая. Сначала это был большой, похожий на кошку зверь, бежавший по полю. Полицейская облава обнаружила волоски шерсти на заборе и отпечатки лап, которые, по мнению членов Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, должны были принадлежать животному весом от 50 до 70 килограммов и уж никак не собаке. В последующие несколько дней похожее на пуму животное появлялось неоднократно. Итак, мы снова сталкиваемся с тайной, привлекающей к себе внимание, не дающейся в руки ни рационалистов-ученых, ни охотников за дичью. Они тоже наезжали в Суррей. Ни фермеров, ни полицейских, ни, наконец, сторонников оккультизма и энтузиастов НЛО. О том, что это пума, свидетельствует заключение лондонского зоопарка, куда из Мэнстонда полицейские послали гипсовые отпечатки лап неизвестного зверя. Однако Морис Бертон, давний специалист по развенчанию мифов, связанных с лохнесским чудовищем и другими подобными легендами, настаивает, что отпечатки принадлежат собаке-ищейке. И это несмотря на то, что все, кто видели зверя, утверждают в один голос «это не собака». В общем, если полагаться на свидетельства очевидцев, то можно прийти к заключению. Графство Суррей и его окрестности кишмя кишат дикими животными, пумами или еще чем-то в этом роде. Но ведь этого просто-напросто не может быть. Да, свидетельства налицо, но их нельзя считать окончательными. Следы на земле, волоски шерсти и несколько задранных животных и ряд сомнительных фото.
Никаких туш и, более того, никаких следов массовой систематической гибели домашнего скота и диких животных в лесах, что должно было бы непременно сопутствовать появлению целой колонии настоящих пум. Иными словами, поддерживать такую диету в Сурее с экологической точки зрения невозможно. Даже одна пума, оказавшись на свободе, нанесла бы непоправимый урон местным стадам. В сущности, это та же проблема, как и у энтузиастов НЛО. Свидетельства, которыми располагают сторонники одного и другого феномена, носят не физический, а феноменалистический характер. Мы не можем не верить в существование как НЛО, так и английских пум, потому что их действительно видят, и видят часто. С другой стороны, мы не можем верить в них так же, как мы верим в существование аэропланов или лисиц, так как НЛО и пуму в силу их природы нельзя поймать и изучить научными методами. Черную собаку также часто видели, но никому не удалось ни подстрелить, ни поймать ее. Пума в Сурее наводит на мысль о животных порождениях нечистой силы, таких как черный медведь без головы, терроризировавший одну сомерсетскую деревню в 17 веке, или об оборотнях и меняющих свою форму животных иллюзиях, о колдунах и о бесчисленных легендах, где фигурируют таинственные существа, населяющие все континенты и океаны мира. Из всего этого мы создали теорию, которая, подобно всем нашим теориям, носит незавершенный характер. Она заключается в том, что существа, ныне вымершие, а когда-то населявшие те или иные участки суши или моря, продолжают после своей гибели являться в виде призрака в том же самом месте, обретая физическую реальность, чтобы однажды окончательно вернуться. В нашем распоряжении имеются некоторые удивительные случаи возвращения к жизни, казалось бы, вымерших видов. Например, в конце 30-х годов у Коморских островов поймали латимерию, кистеперую рыбу-ровесницу древнейших ящеров. Она считалась вымершей 350 миллионов лет назад. А бронтозавры и плезиозавры вымерли гораздо позже. Наибольший успех выпал на долю неведомого обитателя шотландского озера Лох-Несс. Об этом существе написано немало книг, а сколько свидетелей, увидевших его в озере, и сосчитать не удастся. Некоторые зоологи допускают возможность пропитания небольшой колонии животных в этом озере. Глубина его почти четверть километра, протяженность 38. Видимо, в отдаленную эпоху оно было морским заливом, а изолированным водоемом стало после землетрясения или в результате постепенного подъема суши после окончания ледникового периода на севере Европы. Морские животные, оказавшиеся в изолированном от моря водоеме, могли выжить, несмотря на постепенное опреснение воды. Мягкий климат, множество рыбы, планктон, отсутствие врагов – все это могло благоприятствовать их существованию. Надо сказать, что водное животное расходует энергию лишь тогда, когда движется. В состоянии покоя оно может долго пребывать с абсолютно расслабленными мышцами, при этом обмен веществ у нее менее интенсивен. Ему требуется относительно меньше энергии, чем сухопутному собрату таких же размеров. Следовательно, оно нуждается в меньшем количестве пищи и расходует меньше кислорода. Утверждение авторов о том, что нет физических следов этих огромных существ, вовсе не доказывает фантомность их существования. Известно, что крокодилы и другие рептилии, пресмыкающиеся, заглатывают камни, которые играют у них роль балласта. Поэтому трупы их могут оставаться под водой и там поедаться придонными животными. Не факт, да и скорее всего никогда такого не произойдет с нашим героем видео. Ведь сурейская пума куда больше, чем просто животное. Это сотни легенд, тысячи свидетелей и несчитанное количество хищных животных, собранных в один единственный феномен, который на самом деле существует. А ты что думаешь по этому поводу? Пока.